Для открытия официальной части съезда на сцену приглашается председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Викторович Чемизов. Уважаемые делегаты и гости, рад приветствовать вас на юбилейном 10-м съезде Союза машиностроителей России. Отдельные слова благодарности руководству Национального центра России за предоставленную площадку. По данным регистрации в работе форума участвует 572 делегата от 70 региональных отделений и 610 уполномоченных представителей от 924 ведущих предприятий машиностроения и других высокотехнологичных отраслей промышленности, являющихся членами Союза. В числе участников и почетных гостей представители администрации президента, правительства России, депутаты Государственной Думы, сенаторы Совета Федерации, главы субъектов Российской Федерации, ректоры ведущих вузов, стороны представителей деловых и финансовых кругов. Убежден, что наша работа сегодня будет содержательной и конструктивной. Ее результаты внесут вклад в развитие экономики и промышленности, укрепление научно-технического потенциала и консолидацию усилий государства и общества. В год единства народов России наш съезд приобретает особый смысл. Союз машиностроителей объединяет тех, кто не словами, а делом обеспечивает устойчивость и развитие нашего государства. Уважаемые коллеги, кворум, необходимый для работы съезда, имеется. Предлагаю начать работу очередного отчетно выбранного съезда машиностроителей России. Кто за это предложение, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Нет. Спасибо. Принимается единогласно. Съезд Союза машиностроителей России объявляется открытым. Звучит гимн Российской Федерации. Слово для приветствия предоставляется первому заместителю председателя правительства Российской Федерации Мантурову Денису Валентиновичу. Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые коллеги, прежде всего позвольте зачитать приветствие в адрес делегатов и гостей съезда, направленное председателем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. Уважаемые друзья, поздравляю вас с открытием 10-го съезда Союза машиностроителей России. Машиностроительный комплекс вносит значимый вклад в развитие национальной экономики, обеспечивает выполнение задач специальной военной операции, достижение технологической независимости страны. Созданная в 2007 году
ваша общественная организация объединила представителей профессионального сообщества, предприятий из разных регионов России. Все эти годы Союз принимает активное участие в реализации государственной промышленной политики. Многое делает для повышения конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности, производительности и технической оснащенности отрасли. Уделяет особое внимание подготовке кадров, развитию системы квалификаций, продвижению рабочих и инженерных профессий. Важно, что вы активно взаимодействуете с органами государственной власти, участвуете в законотворческой деятельности. Желаю участникам съезда продуктивной работы. Рассчитываю, что рекомендации, выработанные вами, позволят найти эффективные пути решения для дальнейшего укрепления промышленного потенциала нашей страны. Михаил Владимирович Мишустин. Дорогие друзья, от себя лично хотел бы добавить, что Союз машиностроителей за почти 2 десятилетия состоялся в качестве стратегического партнера государства и эффективного проводника интересов тысяч предприятий реального сектора российской экономики. Это касается как крупных корпораций и отраслевых флагманов, так и небольших предприятий кооперации. Такая консолидация особенно важна в условиях проведения специальной военной операции. Машиностроители выступают технологическим ядром и материальной основой оборонно-промышленного комплекса нашей страны. Обеспечивают обновление основных фондов предприятий ОПК, осуществляют разработку и производство вооружений и военной техники, от стрелкового оружия и боеприпасов до сложнейших ракетных и космических систем. Во многом благодаря вашим усилиям в прошлом году предприятия ОПК увеличили общий объем производства на 21%. И мы видим, насколько растет спрос на продукцию со стороны иностранных потребителей. Невзирая на безусловный приоритет поставок в адрес Министерства обороны России по линии военно-технического сотрудничества, в 2025 году наша выручка составила $15 миллиардов, а текущий портфель заказов превышает это значение почти в 5 раз. Наращивание компетенций оборонного сегмента машиностроения позволяет российским предприятиям активно продвигаться по вектору диверсификации. Даже на фоне задач СВО доля продукции гражданского назначения растет и уже превысила 30%. Это далеко не предел, учитывая масштаб задач по локализации компонентов и конечной продукции в интересах достижения суверенитета в базовых отраслях промышленности. В этом контексте хотел бы отметить активное участие членов Союзмаша в реализации национальных проектов технологического лидерства. Предприятие машиностроения выступает как в роли квалифицированных заказчиков, так и исполнителей по ключевым направлениям, включая авиационную и космическую отрасли, судостроение, производство высокотехнологичных станков, промышленных роботов, энергетического и нефтегазового оборудования, а также разработку новых материалов. Основные показатели национальных проектов выполняются, и это укрепляет наш технологический суверенитет. Особо подчеркну, что это удается делать, несмотря на сложную экономическую конъюнктуру. Хотел бы поблагодарить
руководства и коллектива предприятия за готовность и способность отвечать на вызовы времени. Не просто обеспечить текущие потребности отраслей потребления, но и формировать заделы на будущее. Именно машиностроители чаще других используют ресурсы Фонда развития промышленности, а также активно задействуют механизм кластерной инвестиционной платформы. Это свидетельствует о четком, несгибаемом настрое на развитие. Здесь показательной является динамика экспорта изделий российского машиностроения, объем которого в прошлом году увеличился на 28%. Наше оборудование широко применяется при сооружении атомных станций, других объектов генерации. И на хорошем счету за рубежом отечественные компетенции в области двигателестроения, тяжелого и железнодорожного, а также сельскохозяйственного машиностроения. По мере освоения сложных технологий растет уровень доверия к нашим производителям нефтегазового оборудования, автомобильной и специальной техники. За всем этим стоит сильная школа конструкторов, инженеров, технологов и производственных рабочих. Чтобы обеспечить преемственность компетенций, члены Союзмаша активно вовлечены в подготовку квалифицированных кадров, как через партнерство в программах «Профессионалитет» и передовые инженерные школы, также и посредством поддержки опорных технических вузов и реализации собственных корпоративных проектов. В том же ключе предприятия машиностроения в целом работают над развитием человеческого капитала, имея в виду социальные программы, направленные на поддержку сотрудников и привлечение молодых специалистов. Здесь очень важно усилить акцент на корпоративной политике стимулирования демографии. Помимо вклада в будущее нашей страны, это обеспечит устойчивость самих компаний и повысит лояльность персонала. Дорогие друзья, позвольте еще раз поблагодарить вас за кропотливую, эффективную работу в непростой для нашей страны период. Правительство продолжит оказывать российскому машиностроению посильную поддержку. Желаю всем участникам съезда плодотворных дискуссий, которые будут обязательно отработаны правительством и обязательно внедрены на практику. Спасибо за внимание. Спасибо, Денис Валентинович. Слово для выступления предоставляется первому заместителю председателя Союза машиностроителей России, председателю Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, президенту Лиги содействия оборонных предприятий Владимиру Владимировичу Гутеневу. Спасибо, Сергей Ильич. Уважаемые коллеги, для оптимизации работы съезда Союза, рассматривающего вопросы двух организаций, вам предложены для голосования мандаты различного цвета. Для делегатов общественной общероссийской организации красного цвета, Общероссийского отраслевого объединения работодателей синего цвета. Есть у нас участники съезда, которые одновременно являются и делегатами на съезд общественной организации, и представителями от предприятий на съезд работодателей. При наличии двух мандатов одновременно по общим вопросам проведения съезда предлагаю голосовать любым имеющимся у вас мандатом. Представляется целесообразным по всем вопросам проводить открытое голосование.
При голосовании по избранию коллегиальных органов голосовать списком. Кто за эти предложения? Прошу голосовать. Голосуют красные и синие мандаты. Кто за? Против? Воздержавшиеся? Спасибо. Принимается единогласно. В раздаточных материалах вам представлены проекты повестки и регламента работы нашего съезда, а также предложения по формированию рабочих органов съезда, мандатной, счетной, редакционной комиссии и секретариата. Накануне съезда мы согласовали с представителями делегаций от регионов и предприятий предложения по составу этих органов. Есть предложение утвердить повестку и регламент съезда, а также в целях экономии времени проголосовать сразу за все списки рабочих органов съезда. Нет возражений? Нет. Спасибо. Кто за то, чтобы утвердить повестку и регламент съезда, а также рабочие органы съезда в предложенном составе, прошу голосовать. Кто за? Против? Нет. Спасибо. Принимается. Повестка дня, регламент и состав рабочих органов съезда утверждается. Для приветствия председателя Совета Федерации Российской Федерации Валентины Ивановны Матвиенко участникам съезда слово предоставляется заместителю председателя Совета Федерации Журавлеву Николаю Андреевичу. Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые участники съезда, от имени Совета Федерации и от себя лично приветствую участников и гостей отчетно-выборного съезда Союза машиностроителей России. Отрасль машиностроения является фундаментом экономического суверенитета страны, базой для обеспечения ее национальной безопасности и инновационного развития. Союз машиностроителей России на протяжении многих лет выступает в роли системообразующего элемента государственной промышленной политики. Важно отметить конструктивный характер взаимодействия Союза с органами государственной власти. Предложения, формированные при участии экспертного и промышленного сообщества, находят отражение в нормативно-правовых актах, направленных на развитие отечественного производства и кооперации, укрепление технологического суверенитета страны. Союз является важным каналом обратной связи с субъектами Российской Федерации и предприятиями, позволяя учитывать реальные потребности отрасли машиностроения при проведении государственной политики. Благодаря активной работе региональных отделений создается устойчивая инфраструктура модернизации отрасли, тиражируются лучшие практики, способствующие реализации значимых инициатив. Союз вносит весомый вклад в обеспечение кадрового потенциала России и повышение престижа инженерных профессий. Желаю участникам съезда плодотворных дискуссий и выработки конструктивных решений для дальнейшего расширения технологических возможностей Российской Федерации. С уважением, председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Я со своей стороны тоже хотел бы поблагодарить Союз машиностроителей, лично вас, Сергей Викторович, за очень плодотворное взаимодействие с парламентом в целом, Советом Федерации, в частности, в первую очередь, это касается законодательной работы. Очень много удалось сделать по донастройке федерального законодательства, направленного на развитие нашей промышленности. Это и налоговое регулирование, и государственно-частное партнерство, контрактная система, совершенствование контрольно-надзорной
деятельности и многие-многие другие направления. Впереди у нас не меньше законодательной работы. Нам предстоит большой блок работы, связанных с донастройством законодательства о банкротстве, конкуренции, разгрузке отчетности, диверсификации источников финансирования и ряду других направлений. И сегодня на повестке также донастройка законодательства в целях дальнейшего обеления экономики, содействия реализации проектов технологического лидерства, повышения производительности труда. Конечно, на первый план выходит повышение социальной ответственности бизнеса, это и развитие городов, присутствие, вклад в подготовку востребованных экономике кадров, демографические инициативы, поддержка многодетных семей и, конечно, семей участников специальной военной операции. И мы знаем и благодарны за это, что члены Союза уделяют этой повестке самое пристальное, приоритетное внимание. И, конечно, мы со своей стороны готовы всячески оказывать любую необходимую законодательную поддержку для реализации всех эффективных экономических и социальных инициатив на благо отечества, экономики и наших граждан. Спасибо. Спасибо, Николай Андреевич. Слово для приветствия председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина участникам съезда предоставляется председателю Комитета по промышленности и торговле Государственной Думы Гутневу Владимиру Владимировичу. Участникам 10-го съезда Союза машиностроителей России. Уважаемые участники, приветствую вас на съезде Союза машиностроителей России, одной из самых крупных отраслевых профессиональных организаций в нашей стране. Вам предстоит обсудить актуальные вопросы, которые волнуют представителей машиностроительного комплекса, подвести итоги за последние 5 лет, а также определить задачи для дальнейшего развития. Государственная Дума активно сотрудничает с Союзом машиностроителей России, что позволяет принимать эффективные законодательные решения, направленные на поддержку отечественной промышленности, обеспечение экономического роста, укреплению технологического суверенитета России. Желаю продуктивной работы и всего самого наилучшего. С уважением, председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин. Спасибо, Владимир Владимирович. Слово для приветствия предоставляется министру науки и высшего образования Валерию Николаевичу Палькову. Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые коллеги, приветствую вас на очередном отчетно-выборном съезде Союза машиностроителей России. Традиционно Союз объединяет крупнейшие отраслевые организации, которые принимают активное участие в решении стратегических вопросов развития машиностроения, научно-технологической сферы и формировании инженерного кадрового резерва. Поэтому вопросы, которые принимаются на съезде, находят отклик в нашей деятельности как в области совершенствования нормативно-правового регулирования, так и запуска новых инструментов поддержки высшего образования и науки. Приведу несколько наиболее значимых примеров. Флагманская программа «Приоритет-2030» с 2025 года реализуется с курсом на технологическое лидерство. Участие в ней мотивирует университеты активно сотрудничать с компаниями, предприятиями реального сектора экономики. Участники Союзмаша реализуют ряд стратегических проектов совместно с ведущими российскими инженерными университетами. Особо хотел бы отметить Московский авиационный институт, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, наш знаменитый МФТИ, МИФИ, Уральский, Казанский, Дальневосточные федеральные университеты и Пермский политех. С целью обеспечения технологических компаний высококвалифицированными инженерными кадрами
реализуется проект «Передовые инженерные школы». С 2022 года создано 50 таких школ в 23 регионах России и 8 федеральных округах. И члены Союзмаша выступают партнером большего количества из этих 50 уже созданных передовых инженерных школ. В этом году будет проведен вновь конкурс и отобрано еще 50 такого рода школ. С целью подготовки научных кадров для реального сектора экономики, начиная с 2025 года, нами совместно с госкорпорацией Ростех реализуется пилотный проект по внедрению производственной аспирантуры. Итогом обучения аспиранта должна стать защита готового к внедрению научно-технологического решения. И уже в прошлом году в проекте участвовали 20 инженерных вузов и 28 предприятий госкорпорации Ростех. Мы намерены тиражировать этот опыт с другими участниками Союзмаша. Новым механизмом выстраивания долгосрочного сотрудничества бизнеса и науки является проект по выполнению поисковых научных исследований в интересах квалифицированного заказчика, который стартовал в 2024 году и сейчас обретает контуры полноценной программы. 2 года реализации данного проекта позволили сформулировать нам следующие выводы. Наблюдается существенная заинтересованность промышленных предприятий. Количество технологических запросов выросло в 10 раз. Когда начинали, их было 120, а уже в этом году 1200 технологических запросов. Ну и мотивация исполнителей поднимается в связи с тем, что очень большой запрос от квалифицированных заказчиков, то есть от промышленных предприятий. Эти выводы определяют дальнейший вектор развития проекта. Нами выработаны меры по стимулированию его участников, которые позволят технологическим компаниям разрабатывать новейшие технологические решения. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, уважаемый Сергей Викторович, позвольте в этот значимый для многих промышленников и всех машиностроителей день поблагодарить вас за сотрудничество и пожелать всего самого доброго. Спасибо большое. Спасибо, Валерий Николаевич. Итак, переходим к рассмотрению первого вопроса. Разрешите по этому вопросу выступить мне. Так, уважаемые делегаты и гости съезда, завершился очередной 5-летний этап работы Союза машиностроителей. В докладе представлю ключевые итоги и некоторые планы на перспективу. Прошедшие годы стали для Союза периодом системной деятельности в непростых условиях. Мы сосредоточились на главном – поддержке производства, модернизации предприятий, достижении в ключевых отраслях технологического лидерства. Хочу подчеркнуть, промышленность не просто адаптировалась, она стала опорой для всей экономики, показывающей высокую устойчивость. Этот результат стратегии, заданной нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Большую поддержку также оказывали и решения правительства, Совета Федерации и Государственной Думы. Отдельно здесь следует отметить последовательную работу Минпромторга России. База, заложенная Денисом Валентиновичем Мантуровым, сегодня эффективно развивается командой Антона Андреевича Алиханова. Большой вклад в сохранение положительной динамики вносит и губернаторский корпус, многие представители которых сегодня здесь присутствуют. Вместе с тем сохраняются и проблемы, сдерживающие темпы промышленного развития. Среди них инфляция, переукрепленный рубль, высокая фискальная нагрузка, узкие места гособоронзаказа, дефицит кадров. Последний год российская экономика находилась в фазе контролируемого охлаждения, это в кавычках. Высокая ключевая ставка и снижение спроса создавали сложности для производителей. Трудности затронули не только традиционно закредитованные отрасли, но и крупные экспортно ориентированные предприятия. Финансово-экономическое давление, включая налоговую донастройку, наряду с текущими производственными задачами, сдерживает рост инвестиций в основной капитал. Дополнительным фактором выступает дефицит бюджета, ведущий к сокращению финансирования государственных программ.
В этих условиях наша задача – повысить эффективность использования имеющихся ресурсов. На недавнем совещании с правительством Владимир Владимирович Путин подчеркнул важность постоянной ориентации работы на подготовку конкретных мер стимулирования роста и выработки адекватных решений для преодоления негативных тенденций. Текущее смягчение монетарной политики, о необходимости которого Союз неоднократно говорил на различных площадках, будет способствовать оживлению промышленности. При этом очевидно, что для технологического развития и обеспечения безопасности страны предприятиям требуются более доступные кредитные ресурсы и дальнейшее снижение процентных ставок. Сегодня перед нами стоит ключевая задача – не просто удержать результат, а перевести его в устойчивую модель долгосрочного развития. И здесь хотел бы обратить внимание на важный момент. Мы видим, что промышленная политика все активнее интегрируется в государственную и партийную повестку, в том числе и через «Единую Россию». Это правильный шаг. Промышленность должна быть не просто отраслевой темой, а основой развития всей страны. В этой связи отмечу активную вовлеченность в наши мероприятия Владимира Владимировича Якушева, который поддерживает с Союзом постоянное содержательное взаимодействие, считаю важным наше участие в разработке народной программы партии. В отчетный период наши усилия были направлены на устойчивое развитие предприятий и достижение стратегически важных для страны целей. Мы пополнили свои ряды, уделяли значительное внимание совершенствованию нормативно-правовой базы, выступали с содержательными инициативами в промышленной сфере, решали кадровые проблемы, укрепляли социально-трудовые отношения, развивая гуманитарную деятельность. Росла наша активность в регионах, созданы 6 новых региональных отделений. Деятельность Союза охватывает уже 78 субъектов Российской Федерации. При этом мы значительно увеличили количество мероприятий, имеющих широкий общественный резонанс. Первая пятерка лидеров на сегодняшний день представлена на слайде благодаря, я благодарю, конечно, председателей региональных отделений и их кураторов за высокую эффективность работы. В рамках работы Бюро Союза решались вопросы, ориентированные на достижение практических результатов по поддержке отраслей в условиях санкций, выходу на новые экспортные рынки, выработке преференций отечественным производителям, формированию условий для достижения технологического лидерства, трансформация деятельности предприятия ПК, развитию кадрового и научного потенциала. За 5 лет усилился наш экспертный потенциал. Создана система из 33 профильных структур, работающих на площадках Союза и Государственной Думы. Результаты их деятельности отражены в отраслевых стратегиях, законопроектах и нормативных решениях. Наиболее активные экспертные советы и комитеты представлены на слайде. Важным механизмом продвижения инициатив Союза является комиссии Государственного Совета, взаимодействие с которыми обеспечивает Алексей Геннадьевич Дюмин. Это позволяет оперативно доводить наши предложения до центра принятия решений. По итогам выборов в сентябре 2021 года Союзу удалось активизировать промышленную повестку в Государственной Думе, прежде всего в рамках Комитета по промышленности и торговле, который возглавляет Владимир Владимирович Кутюнев. Отдельно отмечу его участие в работе правительственной комиссии по промышленности и коллегии ВПК России. С начала специальной военной операции мы сосредоточили усилия на оперативной корректировке правового поля, в котором работают оборонные предприятия. На основе регулярной обратной связи от производителей военной продукции сформирован комплекс предложений. Значительная часть из них уже принята, и по остальным продолжаем работать. Некоторые из реализованных инициатив Союза представлены на слайде. В
В центре нашего внимания находится и защита внутреннего рынка. В частности, идеи Союза помогли защитить рынок дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники. Выработаны эффективные меры поддержки отечественных производителей в условиях агрессивной внешней конкуренции. Отдельно хочу сказать о людях, ведь достижение промышленности – это прежде всего результат работы трудовых коллективов. Учреждение по инициативе Союза звания «Заслуженный работник ОПК» и ордена за доблестный труд – это не просто награда, это демонстрация справедливого отношения к самоотверженному труду ветеранов ОПК. Мы продолжили активно развивать уникальный комплекс программ и мероприятий, направленных на раннюю профориентацию и подготовку инженерных кадров. Для этого Союз выстраивает содержательное взаимодействие с ключевыми федеральными ведомствами, прежде всего с Минпромторгом, Минобрнауки, Минпросвещением. Сотрудничество охватывает значительный спектр образовательных и научных проектов с участием широкого круга вузов и предприятий-членов Союза. Валерий Николаевич Фальков регулярно на наших заседаниях бюро представляет для экспертного обсуждения инициативы министерства. Остановлюсь на некоторых наших результатах в молодежной сфере. Показатели инженерной олимпиады «Звезда» демонстрируют устойчивый рост. И за 5 лет количество участников увеличилось в 2,5 раза и превысило в нынешнем цикле 630 тысяч человек. Во многом это стало возможным благодаря поручению нашего президента о государственной поддержке нашей Олимпиады. Мы последовательно усиливаем ее содержательную часть, расширено естественно-научное направление, профиль техника и технологии повышен до 1-го уровня, а профиль естественной науки до 2-го. Олимпиада становится качественной точкой входа в инженерную профессию. Лидеры среди регионов – это Ростовская, Челябинская, Самарская, Ульяновская, Тульская области и Республика Дагестан. Хочу поблагодарить руководителей региональных отделений и их кураторов за достигнутые высокие результаты. Акция «Неделя без турникетов» за 5 лет охватила около 2 миллионов участников. Их число выросло вдвое, количество площадок втрое. Наилучшим результаты достигнуты в Ростовской, Тульской, Омской, Самарской и Тверской областях. В профориентации нами активно используются материалы видеоконкурсов «Я представитель династии», «Я горжусь, что я рабочий» и «Семейная летопись Победы», которую проводим регулярно с 2022 года. Формирование патриотизма у молодежи и воспитание гордости за принадлежность к рабочей профессии должны и дальше оставаться безусловным приоритетом нашей работы. Действенным инструментом формирования кадров нового поколения выступает наш ежегодный международный форум «Инженеры будущего». За 5 лет его участниками стали тысячи специалистов из 66 регионов страны, представители 99 стран мира. За эти годы образовательная программа трансформирована в 6 отраслевых кластеров по ключевым направлениям технологического развития. Во многом благодаря усилиям Алексея Геннадьевича Дюмина по созданию соответствующих условий Тульская область стала постоянной площадкой проведения инженеров будущего. И я хочу также сказать и большое спасибо нынешнему губернатору Дмитрию Миляеву за поддержку нашего форума. Важное значение имеет инициатива Союза по стимулированию и поддержке молодых специалистов, национальная научно-техническая конференция, проведение итогов которой проходится в МАИ, формирует новое поколение исследователей. За 5 лет 237 проектов стали призерами. Многие из них уже внедрены в производство. Кроме того, в 2025 году уже зарекомендовавшим себя нашим отраслевым премиями имени Владимира Ревунова, Николая Макаровца, Бориса Тихомирова добавились еще и премии имени Сергея Вавилова и Александра Можайского.
Совокупный фонд, призовой фонд превысил 67 миллионов рублей. И подобные инвестиции в специалистов сегодня очень и очень важны. Коллеги, современная подготовка кадров требует как обновления образовательных подходов, так и развития системы профессиональных стандартов. Мы разработали 157 профстандартов, они регулярно актуализируются. В машиностроении действует 5 советов по профессиональным квалификациям. В отчетный период свыше 10 тысяч человек успешно прошли независимую оценку в 28 центрах и получили свидетельство. Это позволяет эффективно соединить теорию с практикой и стимулирует молодежь к получению современных профессиональных знаний. Социально-трудовые отношения остаются одним из приоритетных направлений деятельности Союза, оказывая существенное влияние на стабильность производства и социальный климат. Мы актуализировали с учетом современной ситуации и подписали новые отраслевые соглашения по основным сегментам машиностроения на период 26 по 28 годы. Коллеги, отдельным вектором деятельности Союза машиностроителей России стало развитие арбитражного учреждения, которое учреждено в 2021 году. За 5 лет оно стало лидером в этой сфере. В прошлом году рассмотрено 2680 дел, что составило 54% всех третейских разбирательств в России. Только за последний год произошел двукратный рост. На остальные 6 арбитражных учреждений, существующих в стране, приходится всего 46%. Нашими преимуществами являются сокращенные сроки и качество рассмотрения дел, умеренные сборы и полная конфиденциальность, что особенно важно в условиях санкций. В целях расширения деятельности арбитражного учреждения с выходом на международный уровень мы подали заявку, которая депонирована Министерством юстиции в конце марта этого года. Существенно расширилась и гуманитарная работа. Сразу после начала специальной военной операции мы открыли специальный счет «Всегда рядом». В эту работу включились все трудовые коллективы, включая руководителей предприятия. За это время мы прошли путь от точечной адресной помощи вынужденным переселенцам с Донбасса, жителям приграничных регионов, до оснащения бойцов высокотехнологичным оборудованием. Кроме того, реализуются программы реабилитации участников СВО и членов их семей. Только через центральный аппарат Союза мы передали им 6200 тонн товаров на сумму 720 миллионов рублей. С учетом региональных отделений объем оказанной помощи в разы больше. Сегодня эта работа переросла в устойчиво функционирующий механизм, в котором активно участвуют наши региональные отделения. Особое внимание мы уделяем вопросам трудоустройства ветеранов специальной военной операции. Эта работа ведется в рамках дорожной карты, подготовленной профильным комитетом под руководством Николая Анатольевича Волобуева. Мы будем и далее последовательно продолжать нашу гуманитарную деятельность на этом направлении. В условиях проведения СВО еще большее значение приобрела наша массовая программа по безвозмездному донорству крови. За 5 лет количество донаций увеличилось более чем на 40%. Только в 2025 году работники наших предприятий сдали кровь 166 тысяч раз. Благодаря членам Союза активно пополняется и федеральный регистр доноров костного мозга. В этом году наше соглашение с Федеральным медико-биологическим агентством будет продлено, что позволит продолжить эту работу на системной основе. Коллеги, за прошедшие 5 лет Союз машиностроителей России продемонстрировал высокие темпы развития и значимые результаты по всем ключевым направлениям. Реализованные инициативы подтвердили свою эффективность и показали, что мы движемся в правильном направлении. При этом важно понимать, что этот этап не итог, а основа для дальнейшей работы. Впереди стоят масштабные задачи, как в части достижения целей специальной военной операции,
так и в реализации национальных целей развития, определенных президентом России. И наша ответственность – обеспечить промышленную, кадровую и технологическую основу для их решения. К съезду мы обобщили информацию от региональных отделений, получили поддержку основных направлений деятельности Союза, и тем не менее, с учетом нынешних реалий необходима корректировка даже успешных проектов, которые Союз реализует уже долгое время. И на этом более подробно остановится мой заместитель Владимир Владимирович Кутюнев. И в завершении хочу поблагодарить всех членов Союза, наших партнеров в органах государственной власти и общественных структурах за слаженную и результативную работу. Мы делаем общее дело ради победы, ради укрепления промышленного потенциала страны, ради будущего нашей России и ее граждан. Мы обязаны эту работу продолжить с тем же высоким уровнем ответственности, с тем же темпом, с тем же пониманием ее значимости для страны. Спасибо. Уважаемые делегаты, есть ли вопросы к докладчику? Нет. Переходим к обсуждению доклада. Слово для выступления представляется первому заместителю председателя Совета Федерации, секретарю Генерального совета партии «Единая Россия» Владимиру Владимировичу Якушеву. Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые коллеги, рад приветствовать участников съезда «Союз машиностроителей России». Решения съезда имеют определяющее значение для развития российской промышленности на ближайшие 5 лет, а значит и для будущего нашей страны. Ведь технологический суверенитет, мощный и современный оборонно-промышленный комплекс – залог победы России в текущем противостоянии и ее дальнейшего успешного развития. В этом приоритеты партии «Единая Россия» и Союза машиностроителей России полностью совпадают. И мы уже много лет надежные партнеры в решении ключевых вопросов развития промышленности и оборонно-промышленного комплекса. Машиностроители в последние годы совершили мощный шаг вперед. Страна по многим позициям перешла от зависимости к технологической самостоятельности. Налажено не просто импортозамещение, а производство уникальных продуктов. Мы научились быстрее превращать разработки в серию и оперативно наращивать объемы того, что нужно здесь и сейчас, причем кратно. Сформировались и динамично развиваются целые новые отрасли. Самый яркий пример – производство беспилотных систем. В результате в войска поступают образцы техники и вооружений, уникальные по своим характеристикам. Вклад Союза машиностроителей во все эти достижения особенно ценен и весом. И, конечно, отдельной благодарности заслуживают российские инженеры, конструкторы, рабочие, все, кто создает и внедряет новые технологии, трудится в несколько смен, держит качество и сроки даже в самых жестких условиях. В условиях растущих потребностей фронта экономики «Единая Россия» уделяет особое внимание поддержке производств и ежегодно обеспечивает бюджетное финансирование федерального и региональных фондов развития промышленности. Партия создает законодательные стимулы для продвижения российских товаров и ускоренной разработки отечественных технологий, а также участвует в решении задач по кадровому обеспечению промышленности. Так, в действующей народной программе партии особое внимание уделяет среднему профессиональному образованию, развитию инженерно-технических специальностей. Прямо сейчас «Единая Россия» собирает предложения в новую народную программу, план действий партии на ближайшие 5 лет.
формирование новой народной программы уже активно включились люди самых разных возрастов и профессий. На сегодняшний день подано почти 1 миллион предложений. В программе мы планируем посвятить промышленности и технологиям отдельный раздел. Здесь ваше мнение особенно ценно. У нас общие цели и горизонт планирования. Считаю важным синхронизировать наши действия на благо России. Поэтому приглашаю вас, уважаемые коллеги, принять участие в сборе предложений в новую народную программу и подключить к этой работе коллективы ваших предприятий. Коллеги, «Единая Россия» всегда считала доверие людей своим главным политическим капиталом. В основе доверия прозрачность и понятность. Именно их обеспечивает предварительное внутрипартийное голосование. Мы предоставляем право выбора наших кандидатов не партийным политсоветам, а экспертам и избирателям. Как раз сегодня завершился этап регистрации кандидатов для участия в предварительном голосовании. А само голосование по отбору кандидатов на осенние выборы пройдет с 25 по 31 мая. Приглашаю вас и ваши коллективы принять участие в этом голосовании и поддержать самых достойных представителей партии «Единая Россия». Уважаемые коллеги, сегодня наша фракция в Государственной Думе принимает и вносит поправки в федеральный бюджет, взаимодействуя с правительством на основании и в рамках народной программы. Так мы обеспечиваем выполнение всех ее положений, которые отражают запросы наших граждан. На том же принципе будет строиться работа нашей фракции и в Государственной Думе 9-го созыва. «Единая Россия» как партия президента и главная политическая сила страны всегда обеспечивала консолидацию общества. Такое единство позволяло нашей стране преодолевать самые трудные испытания. Наша партия и Союз машиностроителей России делают общее дело, а значит, всегда могут рассчитывать на поддержку друг друга. Вместе мы сделаем российское машиностроение предметом непроходящей национальной гордости и обеспечим нашей стране и гражданам благополучное и безопасное будущее. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Как я уже говорил, перед съездом мы провели большую работу по сбору и обобщению различных предложений по направлениям дальнейшей деятельности, по дальнейшей работе нашего Союза. И я хотел бы предоставить слово для информации председателю редакционной комиссии, моему первому заместителю Владимиру Кутюневу. Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые коллеги, наш президент Владимир Владимирович Путин одной из основных задач определил движение технологического лидерства, движение по достижению технологического лидерства и обеспечению устойчивого развития экономики страны. Исходя из этого, нами выделены главные направления деятельности Союза машиностроителей России на ближайшее будущее. Наращивание промышленного потенциала, укрепление обороноспособности страны – это не просто приоритеты Союза. Это системные ориентиры, определяющие нашу работу в долгосрочном горизонте. Ключевым направлением нашей деятельности Сергей Викторович обозначил участие в реализации национальных проектов технологического лидерства. Речь идет не только о вовлеченности предприятий Союза, но о влиянии на формирование промышленной политики в этой сфере. В центре внимания ускоренное освоение и серийный выпуск конкурентоспособной продукции, развитие научно-технического задела, внедрение цифровых решений, а также повышение производительности труда. В условиях текущих вызовов особое значение приобретает наша экспертная деятельность. Эксперты Союза участвуют в корректировке бюджетов государственных программ и разрабатывают оптимальные отраслевые решения. Сегодня мы вышли на качественно новый уровень. Раньше основная работа велась преимущественно через законодательную сферу. Сейчас, благодаря тесному взаимодействию с правительством, наши предложения все чаще реализуются напрямую в правовых актах.
Показательный пример – разработка детализированной нормативной базы на длительный период по защите внутреннего рынка в сфере производства автомобилей, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники. Эти инициативы были подготовлены нашими экспертами и приняты правительством без изменений. Это не единичный случай, а устойчивая практика. Усилия Союза должны быть и дальше сосредоточены на стимулировании инвестиционной активности и наращивании отечественного производства. Выход предприятий на траекторию устойчивого и динамичного развития требует не только существенного снижения ключевой ставки, но и недопущения чрезмерного укрепления рубля, который оказывает негативное влияние на промышленность. Ранее для бизнеса критичной была предсказуемость курса национальной валюты, о чем мы с вами говорили на прошлом съезде 5 лет назад. Сегодня этого недостаточно. Переукрепленный рубль снижает конкурентоспособность отечественной продукции, ограничивает экспорт в условиях давления на импортера, усиливает давление импортера на внутреннем рынке. Сегодня мы видим курс уже ниже 74 рублей за доллар. И мы понимаем, что даже на нашем внутреннем рынке не только производителям высокотехнологичной продукции, но и малому и среднему бизнесу все сложнее и сложнее конкурировать с дешевой продукцией из Юго-Восточной Азии. Нам необходимо не только поддерживать отрасли, но и формировать механизмы протекционизма, обеспечивающие приоритет отечественных производителей. Важным инструментом промышленной политики стал национальный режим в госзакупках. Однако практика показывает необходимость его донастройки. Мы видим случаи, когда оборудование оформляется как часть работ под ключ, что фактически нивелирует действие режима. Союз будет добиваться устранения этих перекосов. Отдельное направление нашей работы – совершенствование нормативно-правовой базы в сфере государственного оборонного заказа. В условиях кратного роста его объема требуется дальнейшее совершенствование механизмов ценообразования и обеспечение экономически обоснованной рентабельности предприятий. Для формирования научно-технологического задела в военной и гражданских сферах предприятиям ОПК необходимы финансовые ресурсы. Решить проблему в условиях напряженного дефицита бюджета можно за счет снижения издержек производства, оставляя дополнительную прибыль на целевые расходы. Изъятие таких доходов допускать нельзя. Демотивация исполнителей гособоронзаказа способна нанести серьезный урон технологическому обновлению производственных фондов, прежде всего в сфере автоматизации и роботизации производства. Мы понимаем, что в условиях проведения специальной военной операции для эффективной работы оборонки нужны подготовленные кадры. Считаем необходимым решение вопроса о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу работникам предприятий ОПК по дефицитным специальностям и не только, с соответствующим уровнем квалификации. Без научного и кадрового обеспечения невозможно и устойчивое технологическое развитие. В этой связи Союз машиностроителей России рассматривает укрепление сотрудничества с Миноборнаукой и Минпромторгом, и Россия, как одна из ключевых стран, прежде всего в реализации научных фундаментальных программ, увеличит свое присутствие в проектах класса Мегасайенс. Мы уже принимаем активное участие в ряде федеральных проектов. В их числе научно-образовательные центры мирового уровня, программа «Приоритет-2030», передовые инженерные школы и производственная аспирантура. Данную работу мы будем последовательно продолжать с ориентацией на практический результат и потребности промышленности. Мы благодарны руководству Миноборнауки за понимание ограниченности инвестиционных возможностей предприятий ОПК в качестве индустриальных партнеров в проекте «Передовые инженерные школы» и программы «Приоритет-2030». Решению озвученных задач способствует выстроенная нами за годы
экосистема молодежных проектов. Инженерная олимпиада «Звезда», промышленный форум «Инженеры будущего», профориентационная акция «Неделя без турникетов», Национальная научно-техническая конференция уже доказали свою эффективность. Раньше основной целью мы видели в увеличении охвата участников, и в этом весьма и весьма преуспели. По многим проектам мы видим двукратный рост от запланированного на прошлом съезде показателей. Сегодня наш приоритет на качество, на содержательную глубину. Именно поэтому, как отметил Сергей Викторович, акцент Олимпиады смещен на физику, математику и естественно-научные дисциплины в целом. Новые подходы к проектам будут связаны с задачами развития критических технологий, цифровой трансформации промышленности, внедрения робототехники и искусственного интеллекта. Развитие ежегодных отраслевых премий мы не только поддерживаем молодых специалистов, но и выстраиваем преемственность поколений, расширяем направления, актуализируем номинации и чествуем ветеранов отрасли. Госкорпорация Ростех на площадке Союза инициировала научную премию для молодых ученых, для тех, кто уже сегодня формирует новые технологические заделы. Эта премия будет опираться на результаты отраслевых премий Союза машиностроителей России и станет еще одним инструментом поддержки специалистов в высокотехнологичных отраслях. Дальнейшее расширение линейки конкурсных мероприятий мы рассматриваем и как механизм удержания талантливой молодежи на предприятиях. Выполняя задачу, поставленную нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, Союз развивает систему поддержки и трудоустройства ветеранов боевых действий, участников СВО. Их возвращение к гражданской жизни – это не только задача социальной адаптации, но и восстановления профессиональной траектории, донастройкой их опыта и вклада. Эту работу мы будем последовательно продолжать. Арбитражное учреждение при Союзе за короткий срок, всего за 5 лет с момента своего создания, стало абсолютным лидером в рассмотрении третейских споров. У нас уже сейчас более 60 арбитров высшей квалификации. Мы занимаемся разбирательствами не только между предприятиями контура Союза, но и вышли далеко за его пределы. Депонирование Минюстом нашей заявки стало важным шагом для выхода на международный уровень. По итогам аудита будут подготовлены рекомендации, которые позволят шире использовать потенциал нашего арбитражного учреждения и формировать более защищенную правовую среду для отечественных компаний за рубежом. В перспективе рассматриваем и возможность развития партнерских форматов с крупными мировыми арбитражными центрами, где это отвечает интересам российских предприятий. Наша задача – дать промышленности собственный надежный инструмент рассмотрения международных коммерческих споров. Этот вопрос не только правовой инфраструктуры, но и экономической независимости, инвестиционной устойчивости и защиты интересов отечественных предприятий на внешнем контуре. Особое значение приобретает наша программа безвозмездного донорства, актуальность которой возрастает в условиях решения задач специальной военной операции. Союз начинал эту работу с организации сдачи крови, а сегодня мы уже участвуем в пополнении Федерального регистра доноров костного мозга. Развитие данного направления формирует культуру взаимопомощи и социальной ответственности, объединяя коллективы наших предприятий вокруг общей задачи – спасения человеческих жизней. Мы последовательно реализуем гуманитарную акцию «Всегда рядом», начатую по решению Сергея Викторовича, как только началось СВО. Приоритетом последнего времени стала прямая помощь участникам боевых действий высокотехнологичной военной продукцией. Поддержка со стороны общества и организаций укрепляет моральный дух наших ребят на передовой, демонстрирует внимание и солидарность. Работа будет продолжена с опорой на региональное отделение. Уважаемые коллеги, Союз машиностроителей России выражает всестороннюю поддержку
курсу президента Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, направленному на социально-экономическое развитие, укреплению государственной независимости и обеспечение технологической и оборонной безопасности. Мы намерены и дальше активно участвовать в достижении национальных целей развития во имя будущего нашей Родины и благополучия ее граждан. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Я предлагаю перейти к процедурным вопросам. Пожалуйста, Владимир Владимирович. Уважаемые делегаты, мандатная комиссия готова доложить съезду о результатах своей работы. Слово предоставляется председателю мандатной комиссии съезда, председателю Татарстанского регионального отделения Хасанову Радику Шавкятовичу, генеральному директору акционерного общества «Позис». Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые коллеги, в соответствии с решением руководящих органов Союза машиностроителей было принято решение о проведении съезда организации 14 мая 2026 года. В установленный период региональными отделениями Общероссийской общественной организации Союз машиностроителей России были проведены отчетно-выборные конференции и общие собрания, на которых были выбраны делегаты от организации объединения работодателей на съезд, направленные уполномоченные представители. Выборы делегатов и направленные уполномоченных представителей, направление уполномоченных представителей от членов объединения работодателей проведено в соответствии с уставными требованиями по соответствующей норме представительства. По данным регистрации в работе съезда от общественной организации Союз машиностроителей России принимает участие 572 делегата, избранных от региональных отделений организаций и 610 уполномоченных представителей от членов объединения работодателей. Члены руководящих и контрольно-ревизионных органов Союза машиностроителей являются делегатами съезда по статусу. Таким образом, в мандатной комиссии подтверждены полномочия 72 делегатов очередного съезда, представляющих 70 региональных отделений организации из 78 региональных отделений. 90% от числа избранных от региональных отделений делегатов, 610 уполномоченных представителей от организаций, членов объединения работодателей, что является составляет установленное уставом объединения работодателей норму. Мандатная комиссия накануне изучила все представленные региональными отделениями копии протоколов, выписки из протоколов, конференций и общих собраний со списками избирателей на съезд делегатов, а также удостоверила действительность полномочий представителей организации членов объединения работодателей. Заседание съезда правомочно, кворум для принятия решений имеется. Предлагаю утвердить доклад, протоколы об мандатной комиссии, признать полномочия делегатов съезда Общероссийской организации Союза машиностроителей России и уполномоченных представителей от членов объединения работодателей. Прошу поставить на голосование. Спасибо, уважаемый Радик Шавкятович. Уважаемые коллеги, предлагается утвердить доклад и протоколы мандатной комиссии. Счетную комиссию прошу приступить к работе. Кто за это предложение, прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержался? Нет. Доклад мандатной комиссии утверждается. Уважаемые делегаты съезда, в ходе обсуждения доклада поступило предложение работу Союза машиностроителей России за отчетный период признать удовлетворительной.
Другие предложения есть? Нет. Спасибо. Кто за это предложение, прошу голосовать. Голосуют красные и синие мандаты. Против? Воздержались? Нет. Спасибо. Принимается. Слово для отчета предоставляется заместителю председателя Центральной ревизионной комиссии Лидии Александровне Новосельцевой. Пожалуйста, Лидия Александровна. Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые делегаты съезда, ежегодно Центральной ревизионной комиссией Союза машиностроителей проводилась ревизия финансово-хозяйственной деятельности и уставной деятельности организации. В целях выражения мнения о бухгалтерской и финансовой отчетности организации проводился аудит. Финансово-хозяйственная деятельность организации соответствует требованиям законодательства Российской Федерации. Формирование активов Союза осуществляется за счет пожертвований и деятельности, приносящей доход. Бухгалтерский учет ведется в надлежащем порядке, соответствует требованиям действующего законодательства. В центральном аппарате и региональных отделениях налажен учет поступления и расходования членских взносов и пожертвований. Денежные средства расходуются строго на уставную деятельность организации. Все денежные средства по остатку на период проверок имелись в наличии. Задолженность перед работниками по выплате заработной платы, по уплате налогов и страховых взносов не имелось. Расходы на осуществление уставной деятельности производятся в соответствии с утвержденными сметами доходов и расходов, подтвержденными соответствующими оправдательными документами. Обороты и переходящие сальдо по счетам подтверждены выписками банка. Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами осуществляются в соответствии с действующим законодательством в установленном законом срок. Прием работников аппарата осуществляется на основании трудовых договоров согласно требованиям трудового законодательства с изданием соответствующих приказов. На всех работников заведены личные дела. Заработная плата выплачивается строго в установленные сроки. В отношении всех работников аппарата начисляются и уплачиваются страховые взносы на обязательное пенсионное и социальное страхование. Бухгалтерская, налоговая и иная отчетность организации представляются уполномоченные органы в полном объеме и своевременно. За отчетный период Центральной ревизионной комиссии с привлечением ревизоров региональных отделений и специалистов аппарата Бюро Центрального совета было проведено 25 региональных отделений организаций с выездом на места. По результатам проверок составлялись акты проверок и давались предписания об устранении отмеченных нарушений и недостатков. Замечания устранялись в установленные предписанием сроки. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Лидия Александровна. Уважаемые коллеги, делегаты, есть ли у кого-то вопросы по отчету? Нет. Спасибо. Переходим к следующему вопросу. Предлагаю утвердить отчет Центральной ревизионной комиссии Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Кто за? Воздержался? Против? Нет. Принимается. Отчет утвержден. Слово для информации о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России» за отчетный период предоставляется члену контрольно-ревизионной комиссии Александру Николаевичу Комарову, советнику генерального директора акционерного общества «Трансмашхолдинг». Пожалуйста. Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые коллеги, контрольно-ревизионная комиссия в отчетный период с 2021 года по 31 декабря 2025 года ежегодно проверяла ведение финансово-хозяйственной деятельности, исполнение сметы и ведение бухгалтерской отчетности объединения. По результатам оформлялись акты проверок, замечания и предложения выполнялись в срок.
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с федеральным законом о бухгалтерском учете. Формирование активов Союза в основном осуществлялось за счет членских взносов, пожертвований, поступлений на целевые программы, а также от ведения предпринимательской деятельности, а именно от выполнения госконтрактов по разработке профессиональных стандартов. Все доходные и расходные операции подтверждены документарно. Учет поступления и расходования денежных средств ведется строго по источникам финансирования и в соответствии со сметами доходов и расходов. Задолженности перед работниками объединения, перед внебюджетными фондами и перед контрагентами не имеется. Также ежегодно проводилась аудиторская проверка бухгалтерской и налоговой отчетности независимыми аудиторскими компаниями. По результатам проверок имеются аудиторские заключения и постатейная письменная информация с оценкой ведения бухгалтерского учета и внутреннего контроля. По заключению аудиторов, финансовая отчетность отражает достоверное во всех существенных отношениях финансовое положение и движение денежных средств Союза. Проверки, проводимые налоговыми органами и ревизорами Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, нарушения не обнаружили, штрафы не налагались. Расчеты с бюджетом и небюджетными фондами производились в соответствии с установленными нормативами. На высоком уровне находится организация централизованного электронного учета членов объединения с соблюдением средств защиты персональных данных физических лиц, представителей членов объединения, а также работников аппарата. В связи с изложенным, ревизионная комиссия оценивает состояние дела производства и бухгалтерской документации объединения как удовлетворительное. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Александр Николаевич. Уважаемые коллеги, предлагаю утвердить решение о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общественной общероссийской организации работодателей «Союз машиностроителей России» за отчетный период. Голосуют синие мандаты. Кто за принятие решения, прошу голосовать. Кто за? Воздержался? Принимается. Слово для информации об изменениях в устав общественной организации и объединения работодателей «Союз машиностроителей России» предоставляется заместителю председателя Союза машиностроителей России Андрею Ремовичу Бокареву. Пожалуйста, Андрей Ремович. Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые коллеги, при подготовке съезда на прошедшем в январе бюро была создана группа по курированию юридических вопросов, в том числе по изменениям в уставах отраслевой общественной организации «Союз Маш России» и общественной организации объединений работодателей «Союз Маш России», которую поручили возглавить мне. Я информирую, что оба устава организации проработаны и соответствуют современным требованиям действующего законодательства Российской Федерации. В то же время наша рабочая группа предлагает: первое. В целях приведения наименований должностей единоличных исполнительных органов организации к единому стандарту внести изменения в устав общественной организации и объединений работодателей «Союз Маш России», заменив наименование должности президент ООР «Союз Маш России» на председатель ООР «Союз Маш России». И второе, в целях обеспечения единообразия организационно-штатной структуры внести изменения в устав отраслевой общественной организации «Союз Маш России», заменив наименование должности руководитель аппарата Бюро Центрального совета ООО «Союз Маш России» на исполнительный директор ООО «Союз Маш России». Прошу принять ваше решение. Спасибо большое, Андрей Ремович. Коллеги, выношу на голосование вопрос о принятии изменения в устав. Кто за? Воздержались? Принимается.
Спасибо большое, коллеги. Пока работает счетная комиссия, мы снова возвращаемся к обсуждению основного доклада нашего председателя Сергея Викторовича Чемизова. Слово для выступления предоставляется заместителю председателя Союза машиностроителей России, председателю банка «Промсвязьбанк» Петру Михайловичу Фродкову. Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые делегаты, гости съезда, предприятия «Союзмаш Россия» составляют основу российской промышленности и вносят определяющий вклад в развитие всех ее отраслей. Главный итог общей работы, как мне представляется, что, находясь в сложных условиях, предприятия выполнили поставленные задачи по обеспечению обороноспособности и технологической независимости страны. В структуре «Союзмаш» Банк ПСБ представляет финансовый сектор, роль которого сопровождение работы предприятий как с помощью стандартных банковских операций и продуктов, так и с использованием специальных адресных решений. Среди главных итогов пятилетки работы ПСБ в структуре Союза машиностроителей можно отметить несколько. Первое – это обеспечено бесперебойное финансовое обеспечение и 100% сопровождение контрактов гособоронзаказа, налажен постоянный контакт с предприятиями, в том числе с применением цифровых сервисов, налажена экспертная работа. На площадке экспертного совета по мерам поддержки ОПК при Комитете Государственной Думы по промышленности и торговле обсуждались вопросы, напрямую затрагивающие деятельность предприятий «Союзмаш». От кадрового обеспечения до ценообразования в и внешней экономической деятельности. За 5 лет деятельности экспертный совет стал универсальным и эффективным центром компетенций. Нами проведено 18 заседаний, проработано более 300 инициатив, поступивших от промышленности. Все они были рассмотрены, систематизированы, по многим из них были предложены конкретные решения. В наших планах расширение деятельности и освоение новых направлений совместно с другими экспертными структурами «Союзмаш». Владимир Владимирович Гутенев, как председатель комитета, и многие другие из присутствующих сегодня на съезде принимают активное участие в этой работе, и за это я хотел бы лично сказать слова благодарности. Взаимодействуем также по линии комиссии Госсовета по направлению промышленности. Синхронизируем нашу работу с коллегами по ключевым вопросам повестки комиссии. Это рассмотрение паспортов национальных проектов технологического лидерства, меры господдержки промышленности, региональные аспекты развития. Данную работу ведем в рамках экспертного совета по мерам поддержки УПК при комитете, вышеназванном комитете, тем самым обеспечивая взаимодействие между исполнительной и законодательной властью. Кроме того, направляем в аппарат комиссии совместно проработанные предложения по развитию отдельных отраслей. Из недавно обсуждаемых вопросов следует упомянуть вопросы, связанные с беспилотными авиационными системами, химической промышленностью, развитием воссоединенных субъектов. В этой связи активно работаем с коллегами из региональных отделений. Как я сказал, особое внимание уделяем работе в воссоединенных регионах, регулярно организовываем совместные мероприятия, в том числе в рамках уже упомянутых проектов, как «Неделя без турникетов» и «Олимпиада Звезда». Кроме того, по поручению руководства «Союзмаш» ПСБ продолжает курирование, как нам представляется, важного направления деятельности «Союзмаш» в новых регионах и вовлечение предприятий этих регионов в весь спектр деятельности Союза. Дальнейшую работу будем выстраивать в том числе по следующим направлениям. Первое. Приоритет основной, он остается прежним. Обеспечение безусловного выполнения гособоронзаказа. В взаимодействии с коллегами из «Союзмаш» будем выполнять общую задачу. Развитие финансовой инфраструктуры новых регионов. Важной задачей остается обеспечение долгосрочной контрактной базы для местных предприятий. Необходимо организовать встраивание этих предприятий в кооперационные цепочки крупного бизнеса. Региональное отделение «Союзмаш» – наш самый важный ресурс в этом вопросе.
Продолжим экспертно-аналитическую работу опорного банка ОПК и экспертного совета по мере поддержки ОПК. Советом регулярно проводится мониторинг наиболее чувствительных, по мнению предприятий, проблем. Сейчас и в ближайшем будущем они будут сконцентрированы вокруг гособоронзаказа, среди которых я бы отдельно отметил систему ценообразования в ГОС, снижение себестоимости продукции и повышение фактической рентабельности контрактов в сфере ГОС, финансирование инициативных НИОКР, создание научно-технического задела и трансфер технологий между оборонной и гражданской сферами, трансформацию системы долгосрочного планирования оснащения вооруженных сил. Наша задача – сформировать предложение по увязке такого планирования с стратегическими задачами и целями технологической политики Российской Федерации, научно-технической составляющей ВПК. Коллеги, спасибо за внимание. Деятельность Союза машиностроителей по итогам пятилетки оцениваем как удовлетворительная. Будем следовать намеченным курсом дальше. Спасибо большое за внимание еще раз. Спасибо большое, Петр Михайлович. Уважаемые коллеги, слово для выступления предоставляется Герою труда Российской Федерации, председателю Ростовского регионального отделения, генеральному директору акционерного общества «Росвертол» Петру Даниловичу Мотренко. Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые участники съезда, Союз машиностроителей России – это двигатель развития промышленности сегодня и вклад в приоритетные векторы развития в будущем. И как руководитель регионального отделения необходимо сказать следующее. Предприятия «Союзмаша» успешно исполняют государственный оборонный заказ и наращивают темпы роста. По инициативе председателя Союза машиностроителей России Сергея Викторовича Чемезова предприятия «Союзмаша» и его региональные отделения выполняют гуманитарную миссию помощи участникам специальной военной операции, направляют на передовую необходимые технические средства. На заводах и в профильных вузах проводятся акции сдачи крови. В рамках национального проекта «Кадры» региональные отделения «Союзмаша» повышают популярность инженерных профессий среди молодежи, создают основу кадрового суверенитета страны. В регионах уже сегодня действует бесшовная система подготовки квалифицированных кадров, можно сказать, от детского сада до завода. Благодаря работе отделений «Союзмаша» в регионах ведется работа по профессиональной ориентации школьников. Здесь уже говорили о неделе без турникетов, которая охватила 2 миллиона человек. В школах открываются инженерные классы, и до 90% их выпускников поступают в технические вузы. Эта и другая работа региональных отделений положительно была оценена в отчете. Большое спасибо, Сергей Викторович. Предприятия «Союзмаша» принимают активное участие в реализации задач, поставленные нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Машиностроители России благодарны Владимиру Владимировичу за оказанное высокое доверие, непрерывное внимание к реальному сектору и поддержку оборонно-промышленного комплекса во все времена. «Союзмаш» сегодня – это общенациональный институт, который объединяет усилия государства, промышленности и общества. И благодаря объединенной сплоченности в работе технологический и кадровый суверенитет России будет достигнут наверняка. Уважаемый Сергей Викторович, под вашим началом «Союзмаш» стал реальной силой, которая объединяет предприятия и дает конкретные результаты. Опираясь на предыдущее выступление, убежден, сплоченность реального сектора и неуклонное следование президентской стратегии единственный верный путь.
И благодаря вам, Сергей Викторович, мы по нему уже идем. Предлагаю переизбрать Сергея Викторовича Чемизова на пост председателя «Союзмаша». Сегодня «Союзмаш» — это партнерство науки, образования и промышленности. Благодаря этому партнерству предприятие устойчиво действует в условиях чрезвычайных вызовов и планомерно следует стратегическому развитию промышленности России. Продолжить движение и нарастить темп «Союзмаш» сможет, объединив усилия во главе с Сергеем Викторовичем Чемизовым. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Петр Данилович. Действительно, вы прям предопределили наш следующий пункт. Пора переходить процедурно к обсуждению пятого вопроса. Это выборы руководящих и контрольно-ревизионных органов Союза машиностроителей России. От делегатов съезда, от региональных отделений Союза машиностроителей России поступило только одно предложение, Сергеевич. Предложение переизбрать вас на новый срок с тем, чтобы вы исполняли обязанности председателя Общероссийской общественной организации и Общероссийского отраслевого объединения работодателей Союза машиностроителей в качестве председателя на следующий срок. Поэтому, уважаемые коллеги, кто за это предложение, прошу голосовать. Голосуют и синие, и красные мандаты. Против? Воздержавшиеся? Спасибо. Принимается единогласно. Сергеевич, поздравляю вас. Уважаемые коллеги, спасибо за доверие. Я предлагаю выбрать руководящие органы Союза машиностроителей. В рабочих документах съезда вашему вниманию предоставлены проекты составов руководящих органов Союза. Первое. Избираем Центральный совет общественной организации. Я думаю, что со списками кандидатур вы уже ознакомились, они у вас в документах есть. В список кандидатов в члены Центрального совета внесены те кандидатуры, которые в предшествующем составе руководящих органов Союза показали высокую результативность своей работы. Основу его составили руководители региональных отделений Союза. Если есть у кого-то замечания, дополнения или самоотводы? Нет, спасибо. Согласно принятому решению съезда, предлагаю голосовать списком и открытым голосованием. Кто за то, чтобы избрать состав Центрального совета Общероссийской общественной организации Союза машиностроителей России, предложенные кандидатуры, прошу голосовать. Голосуют красные мандаты. Спасибо. Воздержавшиеся есть? Нет, спасибо. Принято единогласно. Съезд избрал членов Центрального совета Союза машиностроителей России. И я от всего сердца вас поздравляю. Спасибо вам огромное. И надеюсь, что мы следующие 5 лет вместе с вами поработаем успешно. Второе. Избираем состав правления объединения работодателей. В список кандидатур для избрания правления объединения работодателей внесены наиболее эффективные руководители предприятий и организаций, членов Союза, проводящие ответственную социальную политику на своих предприятиях и проявляющие высокую активность в реализации проектов Союза. Список у вас есть на руках. Если есть у кого-то замечания, предложения, изменения, самоотводы? Нет, спасибо. Кто за то, чтобы избрать предложенную кандидатуру в состав правления объединения работодателей Союза машиностроителей, прошу голосовать. Голосуют синие мандаты. Кто за? Воздержался? Нет, спасибо. Избраны все единогласно. Съезд избрал состав правления Союза машиностроителей России. Я поздравляю всех членов правления. Третье. Предоставленным мне уставом правом
Вношу из числа избранных членов Центрального совета кандидатуры для избрания в члены Бюро Центрального совета, который является постоянно действующим руководящим органом Союза. Список у вас также на руках. Если есть какие-то замечания, предложения? Нет. Кто за то, чтобы избрать членов Бюро Центрального совета Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», предложенная кандидатура, прошу голосовать. Голосуют красные мандаты. Кто за? Спасибо. Воздержался? Нет, спасибо. Съезд избрал членов Бюро Центрального совета Союза машиностроителей России. И я поздравляю всех вас, уважаемые коллеги. Четвертое. Из состава управления Единого объединения работодателей избираем членов Бюро правления. И согласно уставу, Бюро правления обладает полномочиями постоянно действующего руководящего коллегиального органа. И, пользуясь правом председателя объединения, вношу кандидатуру из числа избранных членов правления в состав Бюро правления. Список у вас также есть на руках. Если есть у кого-то замечания, предложения, изменения? Нет. Тогда кто за то, чтобы избрать состав Бюро правления в предложенном составе, прошу голосовать. Голосуют синие мандаты. Кто против? Воздержался? Нет. Спасибо. Съезд избрал состав Бюро правления Союза машиностроителей России. Я поздравляю членов Бюро правления. Уважаемые коллеги, руководящие органы Союза сформированы. Для оперативного руководства по отдельным направлениям деятельности необходимо избрать заместителя председателя общественной организации и объединения работодателей. И учитывая, что Владимир Владимирович Гутенев несет основной груз ответственности за уставную деятельность, осуществляет контроль за исполнительными структурами Союза, я предлагаю избрать моим первым заместителем председателя общественной организации Гутенева Владимира Владимировича. Кто за то, чтобы избрать Гутенева на эту должность? Прошу голосовать. Голосуют синие и красные мандаты. Воздержались? Против? Нет. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, я поздравляю вас с избранием. Так, предлагаю рассмотреть для избрания заместителями председателя общественной организации и объединения работодателей Союза машиностроителей России, а также исполнительным директором обоих структур следующие кандидатуры. Заместителями председателя: Бокарева Андрея Ремовича, Дюмина Алексея Геннадьевича, Михеева Александра Александровича, Сердюкова Анатолия Эдуардовича, Фродкова Петра Михайловича. Заместителем председателя объединения работодателей: Алешина Алексея Владиславовича, Новикова Яна Валентиновича, Слюсаря Юрия Борисовича. И исполнительным директором общественной организации объединения работодателей Иванова Сергея Валентиновича. Если есть какие-то вопросы, предложения, замечания? Голосуют синие и красные мандаты. Кто за предложенные кандидатуры? Спасибо, уважаемые коллеги. Я вас всех поздравляю с избранием. Спасибо. Уважаемые коллеги, с выбором руководящих органов мы справились. Спасибо вам. Предлагаю избрать Центральную ревизионную комиссию общественной организации и контрольно-ревизионную комиссию объединения работодателей. В список ЦРК внесены 3 кандидатуры. В список контрольно-ревизионной комиссии также внесены 3 кандидатуры. Списки у вас имеются на руках. Есть ли у кого-то вопросы, самоотводы? Нет. Предлагаю проголосовать списком. Кто за, голосуют синие и красные мандаты. Воздержались? Против? Таких нет. Таким образом, состав контрольно-ревизионных органов Союза машиностроителей России избран.
Поздравляю, уважаемые коллеги. Слово предоставляется Мамаеву Геннадию Александровичу, Герою труда Российской Федерации, руководителю Кировского регионального отделения, генеральному директору акционерного общества «Электромашиностроительный завод Лепсы», председателю счетной комиссии съезда по результатам голосования депутатов по вопросам повестки дня съезда. Пожалуйста. Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые коллеги, в ходе работы съезда делегатам от общественной организации и уполномоченным представителям объединения работодателей было предложено проголосовать по следующим вопросам. Первый вопрос. Об отчете о деятельности Союза машиностроителей России за отчетный период и признание проделанной работы удовлетворительной. Работа Союза машиностроителей единогласно признана удовлетворительной. По вторым и третьим вопросам работа контрольно-ревизионных органов за отчетный период единогласно признана удовлетворительной. По четвертому вопросу съезд единогласно утвердил предложенные изменения в уставы, общественные организации и объединения работодателей. По пятому вопросу председателем Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» и Общественное отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России» единогласно избран Сергей Викторович Чемезов. По шестому вопросу съездом единогласно избраны все предложенные в состав Центрального совета общественной организации и правления объединения работодателей кандидатуры. По седьмому вопросу съездом единогласно избраны все предложенные в состав бюро Центрального совета и бюро правления кандидатуры. По восьмому вопросу первым заместителем председателя общественной организации и объединения работодателей единогласно избран Гутенев Владимир Владимирович. По девятому вопросу заместителем председателя и исполнительным директором Общероссийской общественной организации и Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз Маш России» единогласно избраны все представленные кандидаты. По десятому вопросу съездом единогласно избраны все предложенные в состав Центральной ревизионной комиссии, общественной организации и в контрольно-ревизионную комиссию объединения работодателей кандидатуры. Благодарю за внимание. Слово для выступления предоставляется министру промышленности и торговли Антону Андреевичу Алиханову. Спасибо большое, уважаемый Сергей Викторович, Владимир Владимирович, уважаемые делегаты и участники съезда Союза машиностроителей, уважаемые коллеги. В прошлый раз мы с вами обсуждали основные подходы к реализации национальных проектов технологического лидерства, которые стартовали с начала 2025 года. В периметре Союзмаша более десятка отраслей, которые задействованы по 3 национальным проектам и отдельным федеральным проектам. Минпромторг достаточно быстро, за 2-3 месяца, выстроил всю нормативную базу по новым механизмам, которые в них были заложены. Был запущен ряд проектов, отвечающих задачам НПТЛ. В целом, по итогам прошлого года обрабатывающая промышленность смогла выйти на 3,6% роста. В первую очередь, конечно, за счет продолжающегося хорошего роста в оборонно-промышленном комплексе. В то же время гражданские сектора в последние месяцы все больше ощущают системное охлаждение экономики. Мы видим, что падает спрос со стороны сфер потребления, и у предприятий появляются недозагруженные мощности.
В условиях дорогих оборотных и инвестиционных кредитов увеличились затраты на обслуживание займов, растет, хоть и не сильно, просроченная кредиторская задолженность, прежде всего перед поставщиками. Учитывая это, мы сейчас прорабатываем дополнительные источники для наращивания субсидирования промышленности. В отличие от рыночных направлений, ситуация в оборонке, как минимум в части заказа, более стабильна. Государством финансируются инвестиционные проекты, закупка оборудования, НИОКР. У предприятий гарантированный заказ. Но, конечно, есть необходимость, и об этом так косвенно и Сергей сказал, необходимо переходить на фиксированные цены. Сейчас появилась такая возможность, все представители оборонно-промышленного комплекса об этом знают, и мы вместе с вами должны работать с представителями заказчика для того, чтобы переходить на долгосрочные контракты с фиксированной ценой. Это дает дополнительные экономические стимулы для работы над повышением эффективности, когда те средства, которые будут сэкономлены в ходе такой работы, будут оставаться на предприятии, идти в зарплаты, в дополнительные НИОКРы и в развитие основных фондов. Знаем, что многие интегрированные структуры, особенно финишеры, внутри себя финансово балансируют свои военные и гражданские направления. Но вы прекрасно понимаете, что оборонные заказы не могут расти бесконечно. Кривая роста постепенно выйдет на плато. В этой связи считаем, что ОПК способен стать локомотивом по национальным проектам. За предыдущие 5 лет для гражданских рынков оборонные предприятия поставили продукции на сумму более 2 триллионов рублей. И сейчас задача по диверсификации становится вызовом в обеспечении задач технологической независимости и лидерства. Прежде всего, необходимо обеспечить взаимный переток технологий между оборонкой и гражданкой, между разными отраслями, так же, как это реализуется во всей мировой практике. Приведу лишь несколько примеров, условно разделив машиностроение на 2 основных блока. Первый – это транспортный, по всем видам воздушной, водной, наземной техники. У нас уже есть успешный опыт, когда мы адаптируем двигатели из боевой авиации под газотурбинные установки, газоперекачивающие агрегаты. Сейчас по национальному проекту «Новые атомные и энергетические технологии» мы планируем на базе разных авиадвигателей создать 8 ГТУ. Разрабатываемый двигатель ПД-35 также можно использовать и под военную, и под гражданскую авиатехнику. И опять же, как мы надеемся, и для энергетического машиностроения. Новые малые газотурбинные двигатели подходят не только для военных беспилотников, но и для тяжелых гражданских баз, как грузовых, так и в перспективе пассажирских, в том числе в составе гибридных систем. То же самое касается и поршневых двигателей, которые сейчас создаются для малой авиации. А проектируемое в рамках нацпроекта по транспортной мобильности общесудовое комплектующее оборудование будем унифицировать не только внутри гражданского судостроения, но и совместно с военным кораблестроением. Отдельное большое направление – это беспилотные технологии, в том числе в наземном транспорте. Здесь у ОПК есть большой задел в виде разных робототехнических комплексов, которые уже сегодня применяются в специальной военной операции. Такие технологии можно и нужно адаптировать к гражданским сферам. Это прежде всего ЖКХ, беспилотное сельское хозяйство для точного земледелия, горнорудная, специальная строительная дорожная техника. В частности, на основе машин разминирования создается новейший автономный асфальтоукладчик, который мы раньше не производили. У нас есть беспилотные дорожные катки, представлены первые образцы высокоавтоматизированных экскаваторов, бульдозеров и погрузчиков. Ну и нужно отметить, что наши коллеги из Минтранса тоже активно участвуют во внедрении и поощряют внедрение этих инноваций в работе своих подрядчиков. Подобная техника тянет за собой целую отрасль электронных систем, решений, которые могут применяться на всех видах автономного транспорта и в беспилотных авиасистемах. Среди них электронные блоки управления, радиолокационные средства, лидары, системы видеонаблюдения, компьютерного зрения, а также датчики ближнего действия. Мы, например, поставили работы по технологиям группового, роевого применения беспилотников. Безусловно, их можно будет задействовать и нужно будет задействовать как в боевых задачах, так и для организации гражданской авиадоставки. Причем все это должно быть отечественным, в том числе исходя из принципов и требований законодательства о кибербезопасности. Второй большой блок машиностроения – это средства производства. Пока оборонка заходит в эти отрасли точечно, но сразу решает такие серьезные проблемы. Из наиболее ярких примеров я хотел бы привести
недавний. Вот мы недавно передавали тоже оборудование. Это пример Алмаз-Антея, который успешно разработал для «Газпрома» и наращивает локализацию подводно-добычных комплексов для шельфа. Другое ключевое подсанкционное оборудование для ТЭК – это мобильный комплекс гидроразрыва нефтяных и газовых пластов. Спроектировала его корпорация Московский институт теплотехники, который недавно у нас праздновал 80-летие. Она же внедряет современные водоочистные озоносорбционные комплексы. Станкостроение. Ковровский электромеханический завод выпускает линейку 5-координатных обрабатывающих центров. Концерн «Калашников» представил передовой гибридный обрабатывающий центр, который делает не только заготовку с применением аддитивных технологий, но и механообработку таких заготовок. Линейку фрезерных станков с ЧПУ производит дочка Ростеха, компания «Стан». Корпорация помимо авиастроения также работает и по другим передовым гражданским технологиям, в медицинской технике, энергетическом оборудовании, фармацевтике и новым материалам. В промышленной робототехнике президентом поставлена отдельная задача. Мы должны войти к 2030 году в топ-25 стран по уровню роботизации в промышленности. У нас сегодня, к сожалению, могу констатировать, всего лишь с десяток небольших пока производителей. И мы бы, конечно, хотели, чтобы в эту отрасль приходили новые, в том числе и крупные корпорации, у которых уже есть компетенции и научно-технические заделы. Полностью согласен с Денисом Валентиновичем. Компонентная база становится предметом особого внимания для диверсификации ОПК. Здесь у нее самые широкие возможности, учитывая созданную за время СВО кооперационную юбку, в которой сейчас работает около 50 тысяч компаний. Если по-номенклатурно консолидировать и унифицировать заказы на комплектующие узлы, системы ЭКБ по линии ОПК и гражданских сфер, мы сможем масштабировать, повысить эффект масштаба, соответственно, снизить себестоимость. Как раз то, что от нас требует и рынок, такой общий гражданский, и наши коллеги из крупнейший наш заказчик в лице Министерства обороны. Безусловно, за нишами, о которых я упомянул, будущее, это как раз те самые перспективные рынки, на которых нужно завоевывать технологическое лидерство, о чем недавно говорил президент. Рассчитываем, что ОПК, обеспеченный госфинансированием, продолжит здесь выполнять ведущую роль со всем вот этим заделом, багажом, со своими мощностями, кадровым потенциалом. Наши предприятия постоянно работают над совершенствованием образцов, над перспективными разработками, которые не имеют мировых аналогов. Это формирует новые передовые компетенции, которые по завершению специальной военной операции, разумеется, будут использованы в проектах технологического лидерства. ОПК уже выполняет задачи транспортной, информационной, энергетической безопасности государства и реализации национальных проектов. Предприятия подключаются к оснащению современных медицинских центров, школ, к созданию объектов городской среды, ЖКХ и экологии. К примеру, Швабе уже неоднократно доказывал свои возможности в комплексном оснащении медицинских учреждений и школ. Или пример КАМАЗа, который массово заменяет в регионах устаревший пассажирский транспорт электробусами собственного современного производства. То есть мы выстраиваем системную плановую работу оборонки уже на гражданских рельсах. Сопоставляя военные и рыночные заказы, по сути, консолидируем спрос и можем оптимизировать за счет этого стоимость, как я уже сказал. Ну и хотел бы отнестись к некоторым тезисам, которые Владимир Владимирович Гутенев здесь озвучивал, о нашей совместной работе по государственному заказу. Вот сейчас тоже синхронно со съездом идет большая выставка, которая называется «Госзаказ». Ну, вы знаете, что наше ведомство много лет уже работает над целым рядом таких системных механизмов, которые себя хорошо зарекомендовали. И 719-е постановление, запреты, ограничения, преференции для российских товаров в рамках 44-го федерального закона, 223-го федерального закона. Был упомянут национальный режим, который заработал с января прошлого года. Это постановление правительства 1875. Но у нас еще остались лакуны, которые необходимо, на наш взгляд, закрыть. Это, не буду сейчас называть регионы, но иногда у нас, например, легкая промышленность. Не приобретается униформа для сотрудников МУПов, ГУПов, а берется в аренду. А на аренду запреты, ограничения в части российских товаров, не распространяются. На наш взгляд, необходимо закрыть такие возможности, с одной стороны. С другой стороны, что касается именно машиностроения, то вы знаете, что у нас достаточно
большой объем средств идет на строительство дорог, различной инфраструктуры. На наш взгляд, было бы правильно распространить требования об обязательной доле российской техники, произведенной в нашей стране, на тех подрядчиков, которые работают в рамках этих заказов. У нас есть такое требование в рамках указа президента Майского по авиатехнике. 50% к 2030 году. На наш взгляд, ввести такое требование, чтобы оно поэтапно вышло, например, на такой же уровень, о котором я сказал, в течение 5, может быть, 6 лет, в зависимости от тех консультаций, которые можно было бы провести с коллегами нашими по правительству. Коллеги, давайте поддержим предложение Антона Андреевича. Спасибо. Мне кажется, что эта инициатива так сегодня, скажем так, в кулуарах на ногах родилась. Если бы Союз МАШ вышел с такой инициативой, нам было бы проще вместе добиваться результата. Спасибо. Спасибо, Антон Андреевич. Конечно, Союз МАШ обязательно поддержит эти инициативы, о которых вы только что сказали. Это очень важно для всех наших предприятий, которые входят в том числе и в Союз машиностроителей. Спасибо. Я хотел бы предоставить слово директору Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Шугаеву Дмитрию Евгеньевичу. Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые коллеги, дорогие друзья, я искренне рад приветствовать всех участников очередного отчетного выборного съезда Союза машиностроителей России и выражаю искреннюю признательность за вашу активную вовлеченность в работу съезда. Сегодня мы все это наблюдаем, это очень отрадно. С уверенностью могу сказать, уважаемые коллеги, что именно благодаря нашей совместной повседневной работе в отраслевой сектор экономики активно внедряются передовые разработки, расширяется выпуск высокотехнологичной продукции. В нынешних условиях высочайшего санкционного давления Союзмашу удается достигать высоких результатов, реализуя важные государственные задачи, в том числе касающиеся создания на базе отечественного машиностроительного комплекса конкурентоспособной, динамичной инновационной экономики. Этот процесс, несомненно, требует взвешенных решений, профессионализма и, конечно же, командной работы. И в этой связи я хотел бы выразить отдельные слова благодарности. Сегодня уже это говорили. Хочу повторить председателю Союза машиностроителей России Сергею Викторовичу Чемезову за эффективное руководство и стратегическое видение, которые задают позитивный тон всей нашей деятельности. Спасибо большое. Существенную роль в развитии машиностроения российского оборонно-промышленного комплекса также играет Ассоциация Лига содействия оборонным предприятиям во главе с ее президентом Владимиром Владимировичем Гунтюневым. Уважаемые коллеги, вы хорошо знаете, у нас просто так Владимир Владимировича абы кого не назовут, поэтому многое сегодня было слов и в адрес Владимира Владимировича Гунтюнева добрых. Я присоединяюсь. Спасибо огромное. Непрерывное взаимодействие организации с государственными структурами и предприятиями отрасли по вопросам развития машиностроения, формирование международных площадок для молодежи, занятой в технической сфере, а также гуманитарные проекты, реализуемые на регулярной основе, формируют фундаментальную базу знаний для современного и будущего применения в области ОПК, обеспечивая его адаптацию к мировым трендам. Особое внимание уделяется подготовке молодых квалифицированных кадров, формированию комфортной рабочей среды для будущего поколения, повышению привлекательности технических профессий. Ежегодно растет количество участников многопрофильных инженерных олимпиад для школьников, а проводимый с 2011 года Международный промышленный форум «Инженеры будущего», об этом тоже говорилось сегодня, предоставляет уникальную возможность талантливым молодым специалистам проявить свои умения и, что называется, показать товар лицом.
Отдельно хотелось бы отметить деятельность коллег, входящих в состав экспертного совета по военно-техническому сотрудничеству Комитета Государственной Думы Российской Федерации по промышленности и торговле. Мы регулярно проводим заседания Совета как на площадке Государственной Думы, так и в рамках выездных мероприятий, в том числе на полях Международного военно-технического форума «Армия». Благодаря этой работе был подготовлен ряд важных законодательных инициатив по оказанию мер государственной поддержки субъектам военно-технического сотрудничества. Принятые решения направлены в первую очередь на оказание максимального содействия отечественным производителям, регулирование финансовых вопросов военно-технического сотрудничества, в целом продвижение российской продукции военного назначения на мировой рынок вооружений и развитие системы ее послепродажного обслуживания, а также на противодействие, что немаловажно, информационным кампаниям по дискредитации российской военной техники. Реализация данных инициатив способствует устойчивому технологическому развитию ВТС и созданию для его субъектов максимально комфортных условий. Подводя итог сказанному, хотелось бы отметить, что за почти 20-летнюю работу «Союзмаш» удалось сформировать слаженную команду из представителей органов государственной власти, бизнеса, науки, объединив в рамках своей деятельности настоящих профессионалов и эффективных управленцев, способных в условиях международной турбулентности достигать поставленных целей, укрепляя отечественную экономику и оборонный потенциал нашей Родины. Сегодня перед нами стоит задача не только закрепить достигнутые результаты, но и определить новые значимые ориентиры, отвечающие современным вызовам, обозначить перспективы роста. И в заключение своего выступления позвольте с своей стороны искренне поддержать решение переизбрать Сергея Викторовича Чемезова на пост председателя Союза машиностроителей России и еще раз поблагодарить всех присутствующих за вклад в наше общее дело, выразив уверенность в дальнейшем процветании Союзмаша и машиностроительного комплекса в целом. Благодарю за внимание. Спасибо, Дмитрий Евгеньевич. Нет, это не тебе. Да, слово предоставляется Веронике Игоревне Скворцовой, руководителю Федерального медико-биологического агентства. Глубоко уважаемый Сергей Викторович, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, глубоко уважаемые делегаты и гости юбилейного съезда Союза машиностроителей, позвольте от имени Федерального медико-биологического агентства поприветствовать вас на съезде и прежде всего поблагодарить за стратегическое партнерство по нескольким очень важным направлениям. Сегодня, когда перед нашей страной стоят важнейшие задачи по достижению технологического суверенитета и обеспечению лидерства России в стратегически значимых и наукоемких отраслях, роль Союза машиностроителей, наших крупных промышленных предприятий является поистине основополагающей. Союз вносит огромный вклад в формирование конкурентоспособной, динамичной и инновационной экономики страны. Крупные предприятия создают основу для технологической самодостаточности России и развития трудового потенциала страны. В этом контексте блок науки и индустрии приобретает особое значение. Федеральное медико-биологическое агентство сегодня это инновационное агентство, в котором более 60% деятельности неразрывно связано с научными исследованиями и разработками, инновационными решениями для защиты здоровья наших граждан и обеспечения биологической, химической, радиационной безопасности страны. Совместно с предприятием машиностроения мы разрабатываем уникальные биомедицинские технологии,
приборы, медицинские изделия, которые оперативно транслируются в серийное производство. И наоборот, инновационные разработки промышленников успешно интегрируются в клиническую практику. Это делает медицину более эффективной, высокотехнологичной и доступной для наших граждан. Ярким примером успешной реализации государственной политики по импортозамещению и обеспечению технологической независимости является создание современных высокотехнологичных отечественных протезов, индивидуализированных бионических. Совместно с нашим партнером, предприятием ЦИТО, государственной корпорацией Ростех, на базе Центра реабилитации и курортологии ФМБА мы реализовали эталонную модель комплексной реабилитации. Протезное производство было полностью интегрировано в структуру реабилитационного центра, что позволило наиболее эффективно помогать нашим защитникам Отечества, восстанавливать здоровье, возвращать утраченные функции и возможности. По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в ближайшие годы будет создана целая сеть таких объединенных протезно-реабилитационных центров во всех федеральных округах нашей страны. Я хотела бы сердечно поблагодарить за эту важную совместную работу наших партнеров-промышленников, государственную корпорацию Ростех и лично Сергея Викторовича Чемезова. Уважаемые коллеги, здоровье трудоспособного населения, а это 75 миллионов работающих граждан России, ключевой фактор национальной безопасности, экономической устойчивости и демографической стабильности. Союз машиностроителей вносит значительный вклад в развитие трудового долголетия и охрану здоровья работающих граждан. Это направление работы является одним из важнейших и для ФМБА России, одной из наших исторических миссий. За десятилетия агентством накоплены уникальные компетенции, которые позволили заложить основы современной промышленной медицины. Мы максимально приблизили технологии здоровья-сбережения к производству, а также перешли к новой модели здравоохранения – превентивной медицине. Использование инновационных диагностических предикторов позволило выявлять факторы риска заболеваний еще на доклинической стадии, что сделало возможным купировать или существенно замедлять развитие заболеваний. По инициативе агентства по всей стране развернута сеть комплексных центров здоровья работающих, в структуру которых входят все необходимые подразделения для профилактики и оказания медицинской помощи, а также сеть цифровых здравпунктов, размещенных непосредственно на производствах. Все комплексные центры, включая производственные здравпункты, объединены в единый цифровой контур, а данные о состоянии здоровья всех работников концентрируются и анализируются в федеральном регистре. Данная система позволяет моделировать и прогнозировать динамику состояния здоровья каждого человека. В результате комплексного подхода к сохранению здоровья работающих за последние 3 года достигнуто существенное снижение общей заболеваемости и количества случаев и длительности временной нетрудоспособности. Прямые экономические издержки предприятий, связанные с вопросами здравоохранения, сократились в среднем на 21%, что является значимым фактором для бизнес-сообщества. Достигнутые результаты послужили основанием для разработки агентством единых методических рекомендаций для работодателей по внедрению технологий здоровья-сбережения в производственный процесс. Мы благодарим наших партнеров-промышленников за поддержку этой инициативы и сотрудничества. Разработанные ФМБА России рекомендации были утверждены Российской трехсторонней комиссией, и сегодня этот стандарт успешно применяется уже в 35 регионах страны на более чем 100 крупных предприятиях. Наша совместная задача – распространить этот опыт по всей территории Российской Федерации. Мы очень надеемся здесь на помощь и поддержку Союза машиностроителей. Уважаемые коллеги, отдельным крайне важным для безопасности нашей страны направлением нашей совместной деятельности является донорство крови и ее компонентов.
Уже многие годы Союз машиностроителей России, как об этом говорил уже сегодня Сергей Викторович и другие выступающие, является нашим стратегическим партнером в этой сфере. С июня 2012 года было проведено 1000 совместных акций, в которых приняло участие около 1 миллиона человек. Донорское движение охватило сотни предприятий машиностроительной отрасли и учебных заведений. Почти каждый третий сотрудник Союза принял участие в этом важном и благородном деле. Сегодня наша страна сталкивается с серьезными вызовами, и важность донорства для спасения жизней невозможно переоценить. Именно в такие трудные периоды ярко проявляется то, что всегда было сильной стороной нашего народа, наше единство, наша способность сопереживать и помогать друг другу. За прошлый 25-й год мы привлекли более 1,5 миллиона человек к донорству, что превысило показатель 2020 года на 20%. При этом 99% доноров сдавали кровь безвозмездно, как акт милосердия и поддержки. В результате значительно увеличился объем заготовки цельной крови, более чем до 2 миллионов 700 тысяч литров, на 47% выше показателя 2020 года. А общий объем заготовленной плазмы крови за тот же 6-летний период увеличился на 37%, свыше 1 миллиона литров. Уважаемые коллеги, сейчас мы вынуждены держать стратегический резерв всех компонентов крови, превышающий 1 миллион литров для возможности единовременного, одномоментного высвобождения. Агентство занимается созданием межрегиональных перераспределительных хабов для быстрого обеспечения всеми компонентами, включая редкие группы, редкие формы крови. Прежде всего, начиная с западной границы нашего государства. От всей души благодарим вас за активную жизненную позицию и человечность. Отрадно видеть, что донорство стало не просто корпоративной традицией, но глубокой внутренней потребностью и почетной миссией для сотрудников организаций, входящих в Союз. Надеемся, что машиностроители, проявляя истинную доброту и милосердие, продолжат наращивать свой вклад в развитие донорства и в спасение жизней наших сограждан. Дорогие друзья, мы убеждены, что наше партнерство и в области высоких технологий, и в реализации гуманитарных инициатив будет только крепнуть. Желаем съезду продуктивной работы и всем присутствующим крепкого здоровья и новых важных результатов на благо нашего Отечества. Благодарю всех. Спасибо. Спасибо большое, Вероника Игоревна. Я хотел бы предоставить слово Алексею Евгеньевичу Лихачеву, генеральному директору ГК «Росатом». Хочу отметить, что большинство предприятий «Росатома» входит в Союз машиностроителей России. А заместители Алексея Евгеньевича Котов, Игорь Владимирович и Никипелов Андрей Владимирович являются членами бюро Союза машиностроителей. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, разрешите мне начать со слов поздравлений от многотысячной команды российских атомщиков. Сергей Викторович, вам с избранием вас в очередной раз лидером Союза, с успешным проведением съезда. Большое вам спасибо за очень комфортную обстановку внутри Союза, за поддержку наших инициатив, за работу моих товарищей в составе, вы об этом только сейчас сказали, и органов управления, и региональных отделений. Спасибо вам большое. Мы готовы наращивать наше участие, как говорится, и по форме, и по содержанию. Владимир Владимирович, вам также поздравления и благодарность в первую очередь за работу на площадке парламента, Комитета по промышленности Государственной Думы. Это туда, как говорится, не зарастет народная тропа, и поддержка наших инициатив в части законодательного обеспечения, экспертных оценок для нас крайне важна. Действительно, мы
в большем смысле являемся машиностроительной корпорацией. Около 250 тысяч человек, работников госкорпораций, непосредственно заняты в производственной повестке, связанной с машиностроением. Да, на самом деле, вообще Минсредмаш в свое время задумывался, так и назывался, Министерство среднего машиностроения. То есть у нас в коде машиностроительная аббревиатура. И уже переходя, собственно, к содержательной части разговора, хотел бы сказать, что мы в полной мере реализуем две ключевых роли, две задачи. Первое, мы являемся одним из крупнейших заказчиков машиностроительной продукции для нужд обороноспособности, мирной атомной энергетики и проектов технологического суверенитета. С другой стороны, выступаем и поставщиками, производителями такой продукции, как для собственных нужд, так и для других отраслей промышленности. Ключевой задачей уже более 80 лет остается обеспечение обороноспособности и безопасности нашей страны. Ядерный оружейный комплекс является одним из крупнейших поставщиков и потребителей машиностроительной продукции. И, пользуясь случаем, Сергей Викторович, в вашем присутствии хотел бы поблагодарить всех наших коллег, братьев по оружейному цеху, всю нашу кооперацию, низко в ноги поклониться за последние сложнейшие годы, и ту кооперацию, где мы являемся головными финишерами, и там, где мы являемся поставщиками специзделий, металлургии, систем управления. Несмотря на сложности последних лет, качество, объемы растут, и это неоднократно отмечает Верховный главнокомандующий. Еще один не менее крупный потребитель машиностроительной продукции в контуре госкорпорации «Росатом» – это атомный энергетический комплекс. У нас большой объем работ. Мы, конечно, благодарны правительству, благодарны президенту за утверждение генеральной схемы развития атомной энергетики нашей страны. Мы благодарны за ту системную поддержку, которую оказывает глава государства и правительства экспорту российских технологий. И если мы проанализируем самые обозримые горизонты 15 ближайших лет, то поймем, что нам предстоит построить примерно 80 только крупных энергоблоков, ровно половина из них в Российской Федерации, около 40, ровно половина из них за рубежом. К слову сказать, что первый энергоблок из этой плеяды, первый блок Курской АЭС, уже сдан в промышленную эксплуатацию. И это достижение не только атомщиков, это достижение всех машиностроителей нашей страны, несмотря на сложности. Работают плавучие энергоблоки, есть заказы на них, и портфель наших зарубежных заказов постоянно растет. Очень важно подчеркнуть, что в развитии генсхемы электроснабжения Российской Федерации заложено не только практически удвоение атомных мощностей, туда заложен еще переход на новое, четвертое поколение атомной энергетики, открывающее перспективу не только для нашей энергонезависимости, для обеспечения промышленности, населения России устойчивой зеленой электроэнергии. Это открывает совершенно новую страницу в продолжении нашего зарубежного лидерства и такого победного шествия российской промышленности по международным атомным объектам. На сегодняшний день мы одновременно сооружаем 26 энергоблоков большой мощности и 2 блока малых в Бангладеш, Турции, Индии, Китае, Венгрии, Египте, Узбекистане, и договорились о строительстве атомных электростанций с Казахстаном, Вьетнамом, Мьянмой, Руандой. Буквально вчера закончились переговоры в Индонезии. Уважаемый Сергей Викторович, ближайший горизонт, который мы видим, 40-й год, нам сулит заказ на машиностроительную продукцию где-то до 25 триллионов рублей.
И это большая сумма, где мы готовы максимально ориентироваться, в первую очередь ориентироваться на российские решения. Здесь как для нашей энергетики, так и для большинства наших зарубежных партнеров очень важно, чтобы наши решения были на 100% суверенными, являлись абсолютно отечественными. И мы импортное оборудование используем только тогда, когда на этом настоятельно настаивает, прошу за тавтологию, зарубежный заказчик. Да и сроки эксплуатации атомных энергетических установок около 100 лет. Это значит, что не только на этапе сооружения, но и на этапе обслуживания, подготовки запасных частей у нас огромные горизонты планирования. Это все позволяет формировать долгосрочный заказ для российских машиностроителей на десятки лет вперед. К нему, к этому атомному энергетическому заказу можно добавить еще большие комплекты поставки оборудования для атомного ледокольного флота. Сергей Викторович, мы благодарим вас за совместную работу в экологических проектах, в том числе и создании экотехнопарков на территории Российской Федерации, 3 из которых уже переданы в опытно-промышленную эксплуатацию. Мы занимаемся уникальным производством теплообменных аппаратов для сжижения природного газа. Наладили производство ряда оборудований для нефтеперерабатывающих заводов. Мы обладаем 40% примерно рынка ветроэнергетики в Российской Федерации. Все это большой производственный запас. Отдельным образом, спасибо, Сергей Викторович, вам на добром слове. Вы докладывали президенту о развитии электродвижения, в том числе и о нашем вкладе. Мы очень гордимся, что вы так представили здесь нас как участников большого проекта развития электродвижения в Российской Федерации. Что важно сказать, что нам бы, конечно, хотелось поговорить в рамках Союза о долгосрочном плане, о долгосрочных заказах, где в основе лежат устраивающие поставщиков формулу цены. С другой стороны, мы жестко ориентирован на определенные сроки, на соответствующее качество и ценовые показатели, которые будут укладываться в наши экономическо-финансовые модели. К этому решению прийти непросто, но мне кажется, что в нынешних условиях, связанных с турбулентностью, связанных с нестабильностью на мировых экономических рынках, политической международной обстановке, очень важно, конечно, как можно в более дальний горизонт посмотреть наши совместные планы и по большинству кустов нашего заказа сформировать долгосрочные контракты поставки. Еще одна очень важная тема – это совместная работа на международных рынках. Мы действительно активно представлены в рамках международной деятельности. На сегодняшний день мы работаем примерно с 70 странами, и сформирована очень мощная система поддержки нашего регионального присутствия. 207 зарубежных подразделений, 24 региональных центра и страновых офиса, 14 загранпредставительств при Роспосольствах. Понятно, что сотрудничество в атомной сфере носит чувствительный, доверительный характер и требует такого системного глобального взаимодействия с правительствами, с национальными лидерами. Мы большую часть внимания уделяем и локализации в странах присутствия, в первую очередь строительных компетенций. В данном случае Росатом готов выступать, если так можно образно выразиться, атомным ледоколом для продвижения не только своих, но и других российских технологий на зарубежных рынках. У нас есть такие примеры во взаимодействии с нашими странами-партнерами, и также предложили бы в повестку дня уже нового созыва представить еще и возможные совместные проекты по продвижению российских машиностроительных технологий за рубежом. Я знаю, что у Ростеха есть своя сетка, это связано и с поставкой специальной продукции, и гражданской, но, как говорится, совместные проекты всегда более эффективны и приводят к более качественному результату.
Хотел бы поблагодарить Союз машиностроителей и отдельным образом в адрес Ростеха добрые слова сказать за поддержку образовательных программ. С этой трибуны уже звучали эти слова. Нам, кажется, удалось совместными усилиями переломить тенденцию в выборе нынешними абитуриентами, молодыми людьми инженерных специальностей, естественно, научных факультетов и вузов, и уделяя в первую очередь особое внимание региональным вузам, вузам городов присутствия госкорпорации «Росатом», хотел бы обратить внимание на проекты образовательные Союза машиностроительного и, если можно, в следующем периоде развития деятельности Союза нарастить эту большую работу. Она сейчас приводит к фантастическим результатам. Еще как 15-20 лет назад у нас на ядерных специальностях было больше бюджетных мест, чем претендентов. На сегодняшний день мы на некоторых специальностях МИФИ видим конкурс до 50 человек на место. Мы начинали с 17-18% золотых медалистов. Сейчас доходим до 60-80%. Ну и, конечно же, количество выпускников выросло за последние 10 лет ровно в 4 раза, где-то до 5500 человек. Это наш набор в прошлом, в текущем году непосредственно выпускников инженерных вузов. Правительству спасибо за пиши и профессионалитет, а Союзу спасибо за те направления, направленные на популяризацию инженерных профессий, кадровое обеспечение промышленных предприятий. Это Олимпиада «Звезда», Всероссийская акция «Неделя без турникетов», ежегодный международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего». Может быть, Сергей Викторович нам совместно с Ростехом какой-нибудь фильм предложить творческим людям снять о современных инженерах, о том, как они сложно решают задачи технологического суверенитета и в интересах обороны страны, и в интересах развития новых знаний, новых технологий. Завершая свое выступление, хотел бы еще раз подчеркнуть важность для нас дальнейшего поступательного развития Союза машиностроителей и поблагодарить Ростех, все присутствующие здесь братские корпорации за совместную работу, в первую очередь в части создания ядерного щита и ядерного меча. Машиностроительная продукция, производство средств производства всегда лежат в основе любой экономики, любого промышленного уклада. Владимир Владимирович Путин перед нами ставит четкую задачу – переход от логики технологического суверенитета к логике технологического лидерства. И в этом смысле внешние рынки, экспортные площадки являются ключевым, основным критерием нашей с вами конкурентоспособности. Мы готовы сделать все, чтобы на основе сегодняшнего положения госкорпорации «Росатом» на мировом рынке ядерных технологий как можно более активно продвигать и повышать конкурентоспособность, востребованность российской машиностроительной продукции. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо, Алексей Евгеньевич. Да. Ваши идеи очень интересны. Я думаю, что мы, конечно же, постараемся реализовать и создание вот этого совместного фильма. Конечно, для того, чтобы пропагандировать специальность инженера, необходимо и фильмы снимать, и книги писать, что в советское время было очень много, а сегодня, к сожалению, мы как-то от этого вот отошли. В основном у нас тут различные детективы или мыльные оперы показывают по телевидению. Ну, в общем, надо поработать над этим. Я хотел бы предоставить слово Сахненко Сергею Степановичу, генеральному директору акционерного общества «Объединенная приборостроительная компания». Уважаемый Сергей Викторович, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, дорогая семья промышленников. Очень символично, что мы подводим с вами итоги и подтверждаем свою успешность и результативность в годы, ну, наверное, одни из самых серьезных испытаний
Союз объединил сотни предприятий и позволил стойко преодолеть период максимальной турбулентности, трудностей и кратно нарастить темпы производства. Радиоэлектронная отрасль выполняет базовую функцию в развитии всей промышленности, определяет уровень ее технологической независимости. Организации приборостроения радиоэлектроники в полной мере ощутили на себе санкционное давление со стороны недружественных стран, и для нас последние 5 лет стали периодом ускоренной трансформации. В условиях внешних ограничений сформированы новые производственные контуры, обеспечено импортозамещение по критически важным направлениям, расширена локализация электронной компонентной базы. Существенно усилилась кооперация между производителями и укрепилась связка науки и производства. Увеличилось количество прикладных разработок, доведенных до стадии серийного выпуска, а также внедрены цифровые инструменты управления производством. Отдельно хочу подчеркнуть значимость мер государственной поддержки, которые сыграли системообразующую роль. Существенный вклад в разработку и принятие некоторых из них внес экспертный совет Комитета Государственной Думы Российской Федерации по промышленности и торговле, по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности. Огромную роль в развитии радиоэлектроники сыграли налоговые преференции для отраслевых предприятий. Благодаря льготам по налогу на прибыль мы смогли направить дополнительные ресурсы на модернизацию предприятий, расширение производственных мощностей, повысить устойчивость. Выражаю надежду на сохранение данных мер поддержки. Постановление правительства 1867 дало импульс масштабному техническому перевооружению. За 5 лет только предприятия нашего холдинга смогли увеличить мощности более чем на 38 миллионов нормочасов. В том числе благодаря этому в 2,5 раза вырос выпуск электронно-компонентной базы и СВЧ электроники. Благодаря введению национального режима при осуществлении закупок товаров и работ для государственных нужд, это постановление правительства, как было сказано уже министром промышленности и торговли, 1875, продукция российского производства получила существенную поддержку. Однако важно и дальше совершенствовать данный инструмент. В этой связи Министерством промышленности и торговли, Росстандартом совместно с нашим экспертным советом подготовлен проект постановления в изменении 1875, который наделяет право Росстандарт контрольными проверками, контрольно-экспертными функциями, а также обеспечивает прозрачность механизмов экспертных оценок той или другой продукции на ее отечественность. За 5 лет сделано многое, но все еще существует ряд вызовов, требующих системного решения. В отдельных сегментах сохраняется зависимость от внешних технологий. Это особенно критично для организаций оборонно-промышленного комплекса, поэтому необходимо обеспечивать целенаправленное внедрение отечественных решений. Если рассматривать происходящие изменения в более широком контексте, то текущий этап развития соответствует логике 5-го технологического уклада, основанного на микроэлектронике, информационных технологиях и автоматизации. При этом уже сейчас формируются заделы для перехода к 6-му технологическому укладу, где ключевую роль будут играть интеллектуальные системы, новые материалы и высокопроизводительные вычисления. В этих условиях ключевыми приоритетами остаются не только технологический суверенитет, углубление кооперации, но и укрепление кадрового потенциала, работа с молодежью, региональное развитие. Требуется продолжение системной работы с образовательными учреждениями, обновление программ подготовки и поддержка инженерных школ. Приобретает особое значение проекты Союза машиностроителей России, такие как «Неделя без турникетов», «Звезда», «Инженеры будущего», направлены на развитие и стимулирование интереса. В этой связи крайне важна и работа с регионами. Я, как куратор 2 региональных отделений, могу отметить важность профориентационных мероприятий и социальных инициатив Союза. Результаты прошедших 5 лет подтверждают способность отрасли эффективно адаптироваться к новым условиям и обеспечить устойчивое развитие. Наша задача – закрепить достигнутые результаты и обеспечить переход к следующему технологическому этапу. Отдельно хочу подчеркнуть, многие достижения и прорывные решения не были бы возможны без прямого участия Сергея Викторовича Чемезова, поэтому, так как на сегодняшнем мероприятии уже все решения были приняты, то радиоэлектроники поддерживают это решение. И, Сергей Викторович, спасибо вам за тот лоббизм, который вы сегодня осуществляете в интересах всей промышленности России. Уважаемые коллеги, спасибо. Желаю всем успехов в новом отчетном периоде.
Большое спасибо, Сергей Степанович. Слово для выступления предоставляется члену Бюро Союза машиностроителей Волобую Николаю Анатольевичу, заместителю генерального директора госкорпорации Ростех. Пожалуйста, Николай Анатольевич. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Сергей Викторович, уважаемый Владимир Владимирович. Я рад приветствовать всех участников нашего сегодняшнего съезда. Мы видим, насколько успешно он проходит. Практически голосование проходит единогласно, вернее, прошло уже. Не секрет, что одной из болевых точек машиностроения является кадровое обеспечение. Поэтому отдельно хотел бы остановиться на работе профильного комитета по развитию перспективных компетенций в сфере профессионального образования, управления персоналом и социальной политики. В состав этого комитета входят представители промышленных компаний, партнерских вузов, федеральных органов власти и отраслевые эксперты. В период своей работы комитет инициировал множество предложений по совершенствованию законов и подзаконных актов, которые были поддержаны на государственном уровне. Среди наших законодательных инициатив хотел бы отметить следующее. Отдельный порядок приема на целевое обучение для абитуриентов, поступающих в интересах организаций ОПК. Учет результата участия в профориентационных мероприятиях, в том числе по линии Союза машиностроителей при поступлении на целевое обучение. Включение приоритетных для ОПК направлений проекта передовых инженерных школ, оружия и систем вооружений, боеприпасы и взрыватели. Трудоустройство, ресоциализация и адаптация ветеранов СВО в организациях ОПК. Круглогодичный прием на подготовительные факультеты вузов ветеранов СВО для последующего получения высшего образования по инженерно-техническим специальностям. Приоритетный прием в колледжи по целевым договорам. На этом я хотел бы акцентировать внимание. У нас раньше не было, особенно в средние профессиональные учебные заведения, приема целевиков. Именно с позиции нашего комитета удалось эту идею претворить в жизнь. Формирование перечня приоритетных для машиностроительного комплекса специальностей и профессий среднего профессионального образования, целый ряд других. Эта работа направлена на устранение кадрового дефицита, повышение уровня социальной защищенности работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, развитие инженерного образования, поддержку рабочих профессий. Большое спасибо Сергею Викторовичу лично, нашим профильным федеральным органам исполнительной власти и Комитету Государственной Думы по промышленности и торговле в лице Владимира Владимировича Гутенева за внимание к нашим инициативам и профессиональную поддержку. Отмечу также профориентационные проекты Союза международных молодежных промышленных Союза, Международный молодежно-промышленный форум «Инженеры будущего», Всероссийские профессиональные акции «Недель без турникетов», многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», то есть то, что уже упоминалось неоднократно,
Благодаря активной деятельности Союза масштаб этих мероприятий растет. Все больше ребят хотят получить рабочие инженерные специальности, чтобы прийти работать в машиностроение. Значит, у промышленности, конечно, есть будущее. Как куратор Орловского и Калужского отделения Союза, я вижу большую вовлеченность администрации регионов, образовательных учреждений, наших предприятий на местах в эту работу. Как результат, только в Калужской области в этом году через отборочный этап Олимпиады «Звезда» прошли более 12 тысяч школьников. Свыше 7,5 тысяч вышли в финал. На наш взгляд, это очень серьезное достижение для региона. На площадке Союза проводится системная большая работа, направленная на укрепление кооперационных связей между индустрией и образовательными учреждениями, в том числе и в рамках таких проектов, как передовые инженерные школы, профессионалитет, поддержка молодых ученых, производственных аспирантур, развитие кампусов мирового уровня. Не менее значима роль региональных отделений в проведении социальных акций. Например, Дней донора, о котором упоминала Вероника Игоревна, сборов гуманитарной помощи для бойцов и их семей, а также решение актуальной государственной задачи по адаптации трудоустройства ветеранов СВО. Хотел бы отметить, что для нашего комитета это направление работы особенно важно. Сергей Викторович упоминал в докладе дорожную карту, которую мы с Владимиром Владимировичем Гутеневым утвердили. И вот в реализации этой дорожной карты, вернее, мероприятия этой дорожной карты, мы видим огромную роль именно региональных наших отделений. И не только по адаптации, социальной адаптации военнослужащих, прошедших через специальную военную операцию, но самое главное сейчас поднять их престиж в социальной жизни. И вот это одно из направлений, то, что мы развиваем, это наставничество, потому что люди, прошедшие через войну и получившие боевой опыт, конечно, очень важны для того, чтобы прививать чувство патриотизма и новые навыки отношения к рабочему месту со стороны наших рабочих, особенно молодого поколения. Важной составляющей работы «Союз-Маш России» является участие в работе отраслевых комиссий. Результатом здесь является формирование отраслевых соглашений, обеспечивающих баланс индексов государства, интересов государства, промышленности и работников предприятия. Это помогает формировать единые подходы к регулированию социально-трудовых отношений в стратегических отраслях промышленности. Убежден, что и в новом пятилетии работы Союза машиностроителей мы добьемся новых успехов в направлении реализации поставленной перед нами задачи по достижению независимости и повышения престижа нашей страны на международной арене. Благодарю за внимание. Спасибо большое, уважаемый Николай Анатольевич. Слово для выступления предоставляется члену Бюро Союза машиностроителей, генеральному директору корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Обносову Борису Викторовичу. Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые участники съезда,
Уже в предыдущих докладах было сказано, подведены большие итоги, которые были сделаны нашей организацией за предыдущие 5 лет. На самом деле было сделано очень много, но, наверное, следует остановиться на тех проблемах, которые нас ожидают в самом ближайшем будущем. Вот министр промышленности и торговли Антон Андреевич сказал, что в скорости мы должны выйти на какое-то плато, и вот под это плато строить свои промышленные мощности. Должен сказать, что за предыдущие 5-летия, благодаря поддержке правительства, мы существенно увеличили наши производственные возможности, нарастили кадровый состав, и объемы во многих корпорациях возросли не в 2-3 раза, а, наверное, в десятки раз. Ну, лично по корпорации я могу сказать, что сегодня мы уже 3-й год превышаем 1 триллион, это достаточно много для нас. И вот то плато, которое нас ожидает в будущем, оно меня немножко пугает. Да, понятно, что заказы не будут бесконечности, но нам нужна ясная картина, что нас ожидает в ближайшие 10 лет. Потому что тот кадровый состав, который мы сегодня набрали, конечно, требует и заказов, и последующего социального обеспечения. Вот я думаю, что, Сергей Викторович, нам на этом тоже надо бы, пускай, потому что мы 2 руками зафиксированные цены. Но если мы сегодня производим 1000, а завтра нам скажут, давайте производите 100, допустим, условных единиц, то о фиксированной цене на несколько лет говорить не придется, потому что себестоимость сама по себе она не упадет. Вот второй вопрос, конечно, это сегодня он ключевой, я считаю, для всей нашей промышленности, это стоимость и эффективность. Мы всегда говорили, что по стоимости и эффективности мы превосходим наших конкурентов как внутри страны, так и на внешнем рынке. Сегодня по многим направлениям анализ показывает, что многие наши изделия по стоимости и эффективности, они во многом случае даже сравнялись с нашими западными конкурентами. Я в данном случае беру не только Китай, но и другие страны. Вот, поэтому здесь, как и когда, нам надо организовать системную работу по снижению себестоимости. Что мы сегодня имеем? Мы, как финалисты, у многих корпораций есть финалисты, доля своего труда в финальном изделии, она не превышает, иногда идет от 1,5 до 10-12%. Все остальное – это комплектаторы. Вот, и здесь нужен образован единый подход, в том числе и к ценообразованию, потому что у нас есть некоторые отрасли, дефлятор, который устанавливается для нас, он не действует для них. И цены растут на ряд изделий, я не буду приводить сейчас отрасли, вы их хорошо знаете. Где-то, если у нас там 4-5%, то другим почему-то позволено за тот же год увеличивать на 20-30, а иногда на 40%. Вот, и для нас это, наверное, очень важная проблема, потому что на самом деле поставлена задача о снижении себестоимости, и мы в рамках корпорации, я вот недавно прочитал биографию Илона Маска, там очень много можно подчеркнуть, как он снижал себестоимость, в том числе, когда делал Falcon 9, SpaceX, свою электрическую машину. Вот. Там подход достаточно гибкий и универсальный, который позволяет из соседних отраслей без долгой, так скажем, бюрократии применять то, что сегодня на самом деле эффективно и более дешево. Вот. Ну и не буду задерживать долго. Вот у нас позавчера была открытая сессия по высшему и среднему специальному образованию под руководством премьера. Там были прекрасные доклады, и в том числе и об искусственном интеллекте, и про цифровизацию, но, на мой взгляд, не было затронуто самое главное. Все равно это человеческий фактор. Вот я как еще завкафедры в МАИ и знаю ситуацию изнутри, в том числе у нас несколько профильных кафедр, в том числе и в МТУ, и в других вузах. Надо повышать престижность профессорско-преподавательского состава. Не будет хороших преподавателей, не будет отличных студентов. Конечно, и это в массовом плане. В среднем всегда найдутся студенты, которые будут занимать и олимпиады, и первые места, но нам надо организовать так обучающий процесс, чтобы студенты в своем среднем уровне подходили для тех требований, которые сегодня выдвигает время. А все прекрасно знают, что сегодня, допустим, у профессора даже в высшем вузе зарплата порой существенно ниже, чем у среднетехнического сотрудника. Я не говорю, что там должны быть зарплаты меньше. Вот. И, конечно, с другой стороны, это то, что сегодня студент должен отдаваться учебе себе полностью.
А мы видим, что стипендии сегодня, которые платятся студентам, но они в лучшем случае хватает на проездной. В свое время, учась в МАИ, у нас стипендия для технических, для инженеров таких вузов специальных была на 25% выше, чем у гуманитариев. Сегодня такого нет. Вот. Ну и, конечно, касаясь подготовки кадров, это тоже важнейший процесс. Спасибо Родине родной 1867, это позволило нам существенно технически перевооружиться. Вот. Хотя отдельные слухи о том, что мы уже закончили это вооружение, я считаю в корне неправильно, потому что парки сегодня современного оборудования, а с возрастом до 10 лет в редком предприятии в среднем превышает 20-25%. Поэтому этот процесс непрерывный, и он должен осуществляться на регулярной основе, по крайней мере, так, если мы хотим выйти на конкуренцию с западными странами, раз в 5-7 лет. Вот. А сегодня крайне не хватает у нас специалистов среднетехнического уровня. Вы знаете, вот сегодня у нас по 1867, и мы регулярно отчитываемся и перед Денисом Валентиновичем Матовым, как происходит капитальное строительство. Это один из сложнейших вопросов сегодня, стройки капитальные. Потому что найти работников с нужным гражданством сегодня применяют на наркотики, на судебность. И в результате, вот, допустим, в Мичуринске мы строим предприятие, было ряд цехов, бригаду маляров ниже средней зарплаты 200 тысяч найти невозможно. У нас нет ни маляров, ни штукатуров и ряд других средних специальностей, которые сегодня просто жизненно необходимы. Поэтому, конечно, то, что сегодня делается и в рамках среднего образования и высшего, это крайне здорово, но, тем не менее, на ближайшие 5 лет я считаю, что эта задача одна из основных, и на нее тоже надо обращать внимание. А так, конечно, еще раз поздравляю. Спасибо, что у нас есть такая организация, потому что через нее мы можем порой достучаться, в том числе и по крашенным счетам. Вы знаете эту проблему, сколько раз мы ее поднимали. И слава Богу, что сегодня это уже находит понимание и в руководстве страны. Вот, поэтому выражаю свою признательность Союзу машиностроителей. Еще раз поздравляю Сергея Викторовича с избранием на новый срок и желаю нам всем удачи. Спасибо. Да, спасибо, Борис Викторович. Борис Викторович, вот вы затронули вопрос, чем мы будем загружать наши предприятия, когда гособоронзаказ будет уменьшаться. Еще до начала СВО президент ставил перед всеми нами задачу довести долю гражданской продукции до 50% и выше. Если, да, нет, секундочку. Вот если говорить о предприятиях Ростеха, то до 2022 года мы увеличили долю гражданской продукции более чем на 45% была. К сожалению, да, сейчас гособоронзаказ увеличился в разы, и относительная цифра, она уменьшилась, и сегодня где-то в районе 25%. Но в абсолютных цифрах мы все равно продолжаем расти, то есть мы все равно продолжаем работать над созданием новых, современных, высокотехнологичных продуктов, которые необходимы нашей стране с точки зрения гражданской продукции. Поэтому, и, Борис Викторович, я предлагаю вам тоже, посмотрите на своих предприятиях, чем занять потом вот эти все мощности, которые мы сегодня получили, современные станки и так далее. Конечно, я согласен с вами, станки необходимо постоянно менять, потому что они, да, срок службы ограничен, там, в пределах 10 лет, но работать над этим нужно. Ну и, конечно, еще раз повторяю, давайте думать про гражданскую продукцию. Дорогие друзья, слово для следующего выступления предоставляется члену Бюро Союза машиностроителей, генеральному директору Объединенной авиационной корпорации Бадехи Вадиму Александровичу. Пожалуйста, Вадим Александрович. Уважаемый Сергей Викторович, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги,
Последние 5 лет, про которые сегодня мы говорим, наверное, были одними из самых непростых в истории, современной истории нашей страны. Если мы возьмем пандемию, вызовы, с которыми мы столкнулись, задачами, с которыми мы столкнулись в ходе реализации задач специальной военной операции, мы сегодня можем с радостью, с уверенностью сказать, что авиационная отрасль, строительная отрасль, вся оборонная отрасль, вся промышленность вместе с Союзмашем с уверенностью эти испытания прошли. И сегодня, если мы говорим про авиастроение, то, конечно, это совершенно другая отрасль, гораздо более эффективная, гораздо более современная, отвечающая всем возможным вызовам. Лучшим подтверждением этого является превосходство наших боевых самолетов сегодня на поле боя, в том числе над самыми современными западными натовскими системами вооружений. И что очень важно, мы, конечно, не стоим на месте. Уже несколько волн модернизации прошло в нашем парке. По результатам применения эта работа никогда не останавливается. У нас постоянно очень плотный контакт с войсками в этом отношении. Лучшим подтверждением нашего преимущества и превосходства является растущий объем заказа на международном рынке. Сегодня мы наши лидирующие позиции в сегменте ВТС сохраняем. Это очень важно для нас, это очень важно, я считаю, для страны. И сегодня мы уже говорим о поставках самолетов 5-го поколения Су-57 нашим зарубежным заказчикам. И, безусловно, ключевой нашей задачей является выполнение и государственного оборонного заказа, но не менее важной является задача, связанная с ВТС. Здесь, конечно, не так все стало просто, как несколько лет назад. Существенное давление на нас оказывает крепкий рубль, высокая ставка, поскольку существенная часть средств, которые используются при выполнении контрактов ВТС, это, конечно, кредитные средства. И надо понимать, что экспортная отрасль для государства, особенно в сфере ВТС, является стратегической. И благодаря поддержке Сергея Викторовича Чемезова мы получили решение, которое позволяет нам привлекать льготное кредитование для финансирования таких контрактов. Но оно, конечно, сегодня крайне недостаточно. И эту инициативу, безусловно, необходимо продолжать далее, поскольку это является ключевым фактором сохранения экономической эффективности этой деятельности. Последний год, последние 1,5-2 года стали переломными для отрасли гражданской. Мы подняли в воздух все наши импортозамещенные самолеты Ил-114, Ту-214, МС-21, Сухой Суперджет. На сегодняшний момент испытания Ту-214 и Ил-114 завершены, успешно сертификационные испытания. На Ту-214 получен сертификат. На Ил-114 в ближайшее время ожидаем получения сертификата. Испытания сертификационные самолетов Суперджет и МС-21 проходят успешно, в соответствии с графиком, хорошим темпом, находятся на продвинутой стадии. На сегодняшний момент ключевыми факторами, которые являются для нас определяющими в успешном развитии гражданской авиастроительной отрасли, является поиск дешевого финансирования. На сегодняшний момент, когда авиакомпании вынуждены привлекать дорогостоящие кредиты, конечно, это влияет и не может не повлиять на стоимость перевозки, что крайне негативно может сказаться на отношении пассажиров к этому виду транспорта. Поэтому здесь тоже вопрос льготного финансирования является ключевым и определяющим. В целом я могу сказать, что вызов, который перед нами стоит и в гражданском авиастроении, и в боевой авиации, и в ВТС особенно, это, конечно, повышение эффективности нашей деятельности. На сегодняшний момент во многом, Борис Викторович об этом тоже сказал, во многом, наверное, благодаря крепкому рублю мы уже и на рынке ВТС не выглядим такими высококонкурентными, как это было раньше, с учетом того, что сегодня активно стали работать по нашим традиционным рынкам, в том числе китайские производители, которые обладают огромной поддержкой со стороны государства. И, конечно, мы должны начинать с себя, говоря про эффективность. Мы такую работу проводим. И в том числе на сегодняшний момент одним из рычагов, которые мы активно стали применять, это является вовлечение компаний вот такого народного ВПК, про который мы все говорим, в том числе в сферу авиационного строения,
гражданского авиастроения, боевого авиастроения. Здесь мы видим большой потенциал. И, конечно, дальнейшее снижение стоимости, которое возможно, если мы говорим про продукцию, поставляемую по гособоронзаказу, невозможно без совместного движения вместе с заказчиком. Очень много будет зависеть от заказчика, от технических требований, от подходов, от возможности применять альтернативных поставщиков. Это все вместе позволит существенным образом снизить стоимость нашей продукции, повысить ее конкурентоспособность. Ключевой задачей на сегодняшний момент для нас является, конечно, создание условий для сохранения нашего лидерства. Это самолеты 6-го поколения, если говорить про оперативно-тактическую авиацию. Здесь базовым фактором успеха является наш кадровый потенциал. И здесь я, конечно, хочу поблагодарить Сергея Викторовича, Владимира Владимировича. Все механизмы, которые дает нам сегодня «Союзмаш», мы активно применяем. Все механизмы работают действительно эффективно. Это и «Звезда», и «Инженеры будущего», и «Неделя без турникетов», и «Пиши». Мы их в оперативном режиме донастраиваем при необходимости, но отдачу получаем стопроцентную от всех этих инструментов. Также хочу поблагодарить Владимира Владимировича за предоставленную возможность участия в работе Комитета Государственной Думы по промышленности в части Комитета по авиации. Мы сегодня используем эту площадку как вполне рабочую, эффективную, не только для создания законотворческих инициатив, но в том числе и для межведомственного взаимодействия. У нас особо активные направления сегодня — это беспилотные авиационные системы, стандартизация и малая авиация. Хочу еще раз поблагодарить, поздравить, Сергей Ильич, вас с избранием. Будем работать в том же духе. Спасибо. Спасибо большое, Вадим Александрович. Слово для выступления предоставляется заместителю председателя Союза машиностроителей, губернатору Ростовской области Слюсарю Юрию Борисовичу. Уважаемый Сергей Ильич, Владимир Владимирович, уважаемые участники съезда, коллеги, друзья, рад приветствовать всех на отчетно-перевыборном съезде Союза машиностроителей. Рад, что поддержали единогласно предложение ростовского отделения об избрании Сергея Чемезова на новый срок на этот ответственный пост. Спасибо за единогласную поддержку. И, Сергей Ильич, вас, и Владимир Ильич, вас также с этим решением нашего съезда. Сегодня Союз машиностроителей задает вектор промышленной политики и на федеральном, и на региональном уровне. Ростовская область активно включилась в решение задач, поставленных президентом. Это достижение технологического лидерства страны. Мы развиваем и традиционные для нас отрасли: машиностроение, металлургию, химическую, легкую промышленность и новые высокотехнологичные сегменты экономики. Предприятия УПК региона наращивают производство и в рамках гособоронзаказа. Наши заводы создают востребованные рынком продукты. Это и новый импортозамещенный локомотив МК-2 из отечественных компонентов, и новая сельхозтехника, кормоуборочные комбайны, трактора. Это энергетическое оборудование, которое в том числе идет на экспорт и имеет большой потенциал. Это, конечно, самолеты и вертолеты. Все это стало возможным благодаря системной поддержке. На региональном уровне сохранен широкий набор преференций. Это налоговые льготы, механизмы, региональные инвестиционные проекты, специнвестконтракты, соглашения о защите и поощрении капиталовложений, налоговые вычеты и так далее. В целом региональный фонд развития промышленности поддержал 29 проектов, 5 займов совместно с федеральным фондом. В прошлом году, благодаря поддержке личной Дениса Валентиновича Мантура и Владимира Владимировича Путина, мы дважды докапитализировали федеральный фонд, региональный фонд развития промышленности. Спасибо за это отдельно. В регионе реализовано 7 крупных промышленных инвестпроектов, всего на сумму более 17 миллиардов рублей. Ну и как результат Ростовская область демонстрирует рост производства и второй год подряд входит в пятерку лидеров по эффективности промышленной политики. По разным направлениям федеральной поддержки наши предприятия получили более 25 миллиардов рублей государственной поддержки. Мы последовательно проводим политику защиты интересов донских производителей. В угольной отрасли отменены
вывозные пошлины на каменный уголь, получена отсрочка по налогу на добычу полезных ископаемых, по страховым взносам. Введена антидемпинговая пошлина на импортные графитированные электроды. Это для нас важно, от этого зависела судьба нашего Новочеркасского электродного завода, там 2500 человек. Мы инициировали расследование еще по нескольким товарным группам. Владимир Ильич, вам отдельное спасибо за поддержку на законодательном уровне этой инициативы. Через ЕЭК нам удалось провести протекционистские меры. Мы на этом не будем останавливаться, будем идти дальше, потому что, конечно, защищать наши предприятия, промышленные предприятия от недобросовестной конкуренции, особенно из-за недружественных стран, такие примеры у нас тоже есть. Меня поразило, у нас на заводе «Атлантис Пак» мы, допустим, использовали комплектующие для изготовления пленки для сосисок, я прошу прощения, из Польши. И при всей этой риторике, которая Польша в отношении нас допускает, тем не менее продолжали поставлять. Но то, что они поставляют, менее удивительно, чем то, что мы продолжаем покупать товары из этой страны. Поэтому эту работу нужно вести и дальше. Здесь, конечно, очень важна роль Союза машиностроителей и те возможности, ту площадку, которую мы используем для продвижения и защиты своих интересов. Особые слова благодарности руководству Союза машиностроителей за поддержку первого в стране проекта промышленного частно-государственного партнерства. Он предусматривает модернизацию и расширение производства электровозов с высокой степенью локализации, с переходом на новое поколение асинхронных двигателей. Совсем недавно на праздновании Новочеркасского завода этот вопрос обсуждали, в том числе с участием представителей Союза машиностроителей во главе с Владимиром Владимировичем. Региональные отделения стали также эффективными партнерами правительств субъектов. На площадке ростовского отделения у нас идет обмен опытом, налаживается кооперация, реализуются общественно значимые проекты. Герои Дона, всегда рядом. Стартовала программа «Время героинь» для поддержки жен, вдов и матерей участников специальной военной операции. Проводятся донорские акции. Дело налаживается. Только в прошлом году кровь сдали около 25 тысяч работников донских предприятий. Отдельно скажу о кадрах. Совместно выстраиваем цепочку школа, СПО, вуз, предприятия. Профориентация начинается с инженерных классов. Организуем также целевую подготовку в колледжах и вузах. Активно участвуем в федеральном проекте «Профессионалитет». Я считаю, что одна из наиболее высоких КПД по этому проекту, потому что, конечно, обновление материально-технической базы среднего профессионального образования – это повышение, молодой человек, это мое место, да, я вернусь, надеюсь. Олимпиада «Звезда», Ростовского лидер по числу участников. Это хороший результат. Юрий Борисович, а в Союзе так, вот замешкался немножко, и место может пропасть. Друзья, и, конечно, отдельное спасибо всем тем, в первую очередь, нашему ростовскому отделению во главе с Петром Даниловичем Мотренко, Лилией Александровной Новосельцевой, со всеми с нами, с нашим большим отделением. А вам, Владимир Ильич, и Сергею Викторовичу, и всем тем, кто принимал участие в подведении итогов, за то, что мы по итогам 2025 года стали номер 1. За это огромное спасибо. Большое спасибо, Юрий Борисович. Уважаемые коллеги, пошли по губернаторам. Слово для выступления предоставляется губернатору Тульской области, члену Бюро Союза машиностроителей Миляеву Дмитрию Вячеславовичу, радушному хозяину форума «Инженеры будущего». Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Владимир Владимирович. Честно говоря, не ожидал приглашения на сцену, поэтому взял маленький доклад. Дорогие друзья, для меня, конечно, большая честь участвовать в работе съезда, вместе с вами подводить итоги, обсуждать перспективы развития отрасли. Я со своей стороны отмечу, что Тульское региональное отделение Союза машиностроителей на протяжении ряда лет входит в тройку лидеров, работает достаточно успешно. По большому счету, это системная работа,
и практическая кооперация как предприятий, так школ, СУЗов, вузов, общественных организаций, регионального отделения партии «Единая Россия». Мы только в 2025 году при участии регионального отделения провели, по сути дела, сотни мероприятий разной направленности, как социально значимых, профориентационных, так и мероприятий, направленных на популяризацию профессии инженера, повышение качества подготовки профессиональных кадров для отрасли. Ну и, безусловно, все они были направлены на развитие, в конечном счете, машиностроительного комплекса. На площадке отделения регулярно проводится обсуждение наиболее важных вопросов, имеющих значение для решения таких задач, как достижение технологического лидерства, повышение качества подготовки кадров и производительности труда через роботизацию, внедрение технологий искусственного интеллекта, расширение промышленной кооперации и, конечно, формирование новой корпоративной культуры в работе с персоналом. Подготовленные предложения, как правило, становятся предметом обсуждения на площадке комиссии Государственного совета по направлению промышленности, в диалоге с Министерством промышленности и торговли России, в рамках работы профильных комитетов Государственной Думы, Совета Федерации и Федерального собрания Российской Федерации. Я отмечу, что на сегодняшний день, по сути дела, наши предприятия ОПК не просто выполняют важную государственную задачу, не только выполняют гособоронзаказ, обеспечивают наши вооруженные силы необходимым вооружением. Сегодня, по большому счету, если взять экономику региона, то, безусловно, они являются лидерами промышленного роста, активными участниками профориентационной работы в школах, участниками федерального проекта «Профессионалитет». Фактически стимулируют развитие подготовки кадров и научной мысли. При поддержке Ростеха, высокоточных комплексов реализован проект «Передовая инженерная школа» на базе нашего Тульского государственного университета, а сам вуз был включен в перечень опорных вузов Ростеха. Сейчас совместно с технодинамикой, высокоточными комплексами ведем работу по созданию межвузовского оборонного кампуса. За последнее время наши предприятия, по сути дела, стали передовиками и в реализации социальных проектов в регионе, в реализации социальной политики в своих коллективах. Именно в этой категории предприятий обеспечивается наиболее интенсивный рост заработных плат, что за собой подтягивает, естественно, и другие базовые отрасли экономики Тульской области, в части химии, металлургии, в частности, и так далее. Отмечу, что все предприятия еще в 2024 году присоединились к реализации регионального демографического стандарта. Отмечу, что у нас на сегодняшний день в целом по экономике региона 2500 предприятий участвуют в реализации такого демографического стандарта. И, собственно говоря, все наши предприятия оборонно-промышленного комплекса, сферы машиностроения являются активными участниками и реализуют подобного рода проекты. Ну и на сегодняшний день мы, собственно говоря, дальнейшие шаги предпринимаем для того, чтобы развивать демографическую политику внутри коллективов наших предприятий. Не буду уже в это углубляться на данный момент времени. Что касается тех проектов, которые уже упоминались, также скажу о том, что неделя без турникетов – это достаточно популярное мероприятие, только по итогам 2025 года, о чем и Сергей Викторович говорил, что Тульская область здесь неплохие имеет результаты, но более 40 тысяч студентов, школьников, прежде всего, посетили цеха наших заводов. Не менее значимая Олимпиада «Звезда», которая, по сути дела, ежегодно помогает сотням тысяч школьников делать свой первый шаг в профессию. Ну, для нас, конечно же, знаковым событием стало присвоение постоянной прописки Международного экономического форума «Инженеры будущего». Постоянная прописка в Туле. Для нас это почетная, ответственная история. С 2022 года на территории нашего региона этот форум проводится. Ну и, собственно говоря, в текущем году тоже приглашаю вас всех его посетить. Форум, по сути дела, большое статусное мероприятие международного уровня и, с моей точки зрения, мощный инструмент популяризации профессии инженера, вовлечения молодых специалистов в освоение новых компетенций, ну и, соответственно, реальный карьерный лифт для тысяч талантливых молодых специалистов. В центре нашего совместного с промышленными предприятиями внимания это, конечно же, работа с ветеранами специальной военной операции. В наших предприятиях работают программы переподготовки и адаптации специально для них. Ну а, собственно говоря, региональное отделение Союза машиностроителей выступает координатором между нашими предприятиями и центрами занятости, обеспечивая нашим героям возможность вернуться к мирной жизни, реализовать себя в профессии, ну и, собственно говоря, создавая мостик такой надежный взаимного обмена информацией между правительственными структурами и, собственно говоря, непосредственно работодателями.
Акции «Донорское движение», «Всегда рядом», экологические, спортивные, культурно-патриотические мероприятия – это то, что касается сегодня дополнительных зон деятельности и ответственности наших промышленных предприятий. Как человек, возглавляющий комиссию Государственного совета по направлению физической культуры и спорт, могу сказать о том, что в том числе в предприятиях сегодня сосредоточено большое количество спортивной инфраструктуры, ведомственной, которая надлежащим образом содержится. Ну и, собственно говоря, сегодня наши предприятия вносят серьезный вклад в развитие корпоративного спорта, а значит и в целом физической культуры и спорта в стране. Уважаемые коллеги, всем спасибо за внимание и благодарю вас за сотрудничество. Спасибо большое, уважаемый Дмитрий Вячеславович. Слово для выступления предоставляется члену Бюро Союза машиностроителей, генеральному директору Объединенной двигателестроительной корпорации Грачеву Александру Владимировичу. Пожалуйста. Александр Владимирович, просьба пока занять место в зале. Дамы и господа, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Уважаемый Владимир Владимирович, у нас, во-первых, благодарю вас за то, что вы нашли в своем плотном графике время для того, чтобы встретиться с делегатами и гостями нашего съезда. Это у нас юбилейный съезд, 10-й. Ну и вот за 5 лет работы мы сегодня обсудили и подвели итоги всей нашей деятельности. Основные усилия сосредоточены были на решении обозначенных вами задач по обеспечению промышленного роста и достижения технологического лидерства в ключевых отраслях. Ну, особое внимание, конечно, мы уделяли обеспечению нашей армии всем необходимым для того, чтобы армия могла себя чувствовать более уверенно и могла победить. Поскольку здесь основное количество членов нашего союза – это оборонные предприятия, сюда входит и Лига оборонных предприятий в состав союза, поэтому большинство предприятий, они, конечно, задействованы в выполнении гособоронзаказа. Хотел бы поблагодарить вас за поддержку инициативы нашего союза по учреждению почетного звания «Заслуженный работник КПК» и ордена за доблестный труд. Такими наградами уже награждены и руководители, и сотрудники наших предприятий, в том числе и сами предприятия тоже. Наши делегаты, которые здесь присутствуют, они оценили работу нашего союза удовлетворительно. Существенные результаты достигнуты, в том числе и формирование нормативно-правовой базы. Мы вышли на новый качественный уровень экспертной работы. Раньше основная деятельность была сосредоточена преимущественно в законодательной плоскости, и благодаря тесному взаимодействию с правительством и Советом Федерации и Государственной Думой все наши инициативы все чаще получают прямое отражение в нормативно-правовых актах. Мы активно работаем и с комиссиями Государственного Совета, и с Комитетом по промышленности и торговле Государственной Думы. Все эти органы, они нас в том числе поддерживают, рассматривают все наши инициативы для того, чтобы потом выйти с предложением, в том числе и к вам. Мы системно развиваем линейку молодежных программ Союза. Показатели многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» у нас увеличились, устойчиво растут, и за последние годы увеличилось почти в 2,5 раза. Сегодня в текущем цикле превысило 630 тысяч человек, участников. Ну, во многом это, конечно, удалось добиться благодаря вашему решению о государственной поддержке Олимпиады.
Основными инструментами формирования инженерных кадров нового поколения выступает и наш ежегодный международный форум «Инженеры будущего». И уже за 5 лет его участниками стали тысячи специалистов из 66 регионов страны. И на площадке форума приняли представителей 99 стран мира. Это еще раз подтверждает, что Россию изолировать невозможно. Свою эффективность... Инженеры будущего самбо занимаются, смотрите. Да, в том числе. Правильно. Свою эффективность доказали и профориентационная акция «Неделя без турникетов». Дает возможность молодежи, то есть ученикам, их родителям посещать наши предприятия, знакомиться с производством и выбирать будущую профессию. И вот за последние годы у нас число посетивших увеличилось более чем во много раз и сегодня достигло более чем 2 миллионов. Совокупный, да, мы активно работаем и с молодыми учеными. Ростех вышел с инициативой поощрять молодых ученых, и мы сделали такие 5 наших премий в различных отраслях. И вот объем фондов этих премий составляет более чем 65 миллионов рублей. И еще, значит, считаю необходимым обратить ваше внимание на арбитраж. Арбитражное учреждение Союза – это третейские судьи. Мы сегодня за 5 лет с момента его образования, вот, Третейского суда, работая, нам удалось стать абсолютным лидером в этой сфере. В 2025 году рассмотрено 2680 дел. Это что составило 54% всех третейских разбирательств в России. А у нас, ну, это далеко не единственный третейский суд, порядка сегодня 5 или 6, 7 судов. Всего 7 судов, и более половины дел приходится на наше предприятие. Это свидетельствует о эффективности нашей работы, которая проходит оперативно, непредвзято и с минимальными тарифами. Это очень важно для наших предприятий. Ну, они сокращают достаточно серьезные издержки. Отдельное направление нашей работы – это гуманитарная поддержка. И вот буквально с первых дней начала СВО мы открыли специальный счет, называется «Всегда рядом». И, значит, объем оказанной помощи только через центральный аппарат Союза превысил 6200 тонн на сумму 720 миллионов рублей, а с учетом всех региональных отделений это гораздо больше. В условиях проведения СВО еще большее значение приобрело и наша массовая программа по безвозмездному донорству крови. В 2025 году проведено 166 тысяч процедур сдачи крови. И благодаря членам Союза активно пополняется и федеральный регистр доноров костного мозга. Это очень важно, потому что это достаточно редкое донорство. Далеко не каждый соглашается пойти на эту процедуру. Сегодня мы подвели итоги нашей работы, в том числе провели процедурные вопросы, значит, избрали и новое бюро, и новых руководителей Союза. Но в то же время, во время выступления наших делегатов прозвучало несколько таких проблемных вопросов, которые действительно в том числе и затрагивают, в общем, всю страну. Это прежде всего, конечно, и курс доллара, в общем-то, укрепление рубля, оно не очень эффективно сказывается и на экспорте продукции. Ну и, конечно же, ключевая ставка. Сегодня нам необходимы длинные, дешевые деньги для того, чтобы развивать наши предприятия, для того, чтобы создавать продукцию, которая была бы конкурентоспособна, и мы могли бы ее активно продавать за рубеж. И в том числе и для продукцию, которая будет продаваться и внутри страны, это в частности наша авиация. При сегодняшней процентной ставке дешевых самолетов мы, к сожалению, не сможем сделать. Поэтому необходимо что-то делать для того, чтобы
все-таки снизить процентную ставку, прежде всего. Ну, у нас там накопилось достаточно много вопросов, мы их подготовим и потом уже передадим к вам для того, чтобы вы потом рассмотрели и приняли решение. Спасибо, Владимир Ильич. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, очень приятно быть здесь и принять участие в работе съезда Союза машиностроителей России. Это одно из крупнейших отраслевых объединений страны. В его составе такие ведущие системно значимые компании, как Ростех, Роскосмос, Объединенная авиастроительная корпорация, Алмаз-Антей, Уралвагонзавод, АвтоВАЗ, а также многие другие предприятия, где трудятся многочисленные коллективы специалистов, настоящих профессионалов своего дела. Конечно, в современной жизни, в современной экономике все важно. И услуги важны, и финансовые операции, бумаги. Но все-таки приятно иметь дело с людьми, которые занимаются конкретной работой. Конечно, вот Сергей Ильич сейчас сказал о том, что у нас много вопросов и проблем, сложных вопросов, которые нужно вместе решать. Но сейчас все-таки 10-й съезд юбилейный. Не буду о грустном, не буду говорить о ключевой ставке, не буду говорить о необходимости наличия длинных денег и об укреплении рубля. Мы со многими из вас регулярно встречаемся, все это известно, обсуждаем с правительством, с Центральным банком. В материале я скажу о том, что, несмотря ни на какие сложности, в последние годы отечественные машиностроители действуют в непростых условиях, включая разрыв связи с некоторыми иностранными контрагентами и внешним давлением со стороны недружественных стран. Но, тем не менее, в этих обстоятельствах российские компании, их руководители, сотрудники проявляют гибкость и умение применять нестандартные подходы. За счет переключения логистики, замены ряда комплектующих, освоения собственных оригинальных научных и технологических решений не только сохранили ритмичную работу, но и в целом ряде случаев заняли новые позиции как на внутреннем, так и на зарубежном рынке. Реализуют программы развития, вкладывают в исследовательские заделы и укрепление кадрового потенциала. Результаты, несмотря на все проблемы, о которых мы знаем и о которых я сейчас вскользь только упомянул, все-таки результаты весомые. По итогам прошлого года объем выпуска российской обрабатывающей промышленности почти на четверть превысил показатель 2021 года. Понятно, почему я говорю об этом, потому что как раз после 2021, в 2022 году начались все проблемы, о которых я знаю. Вот, а если в целом сказать, объем промышленного производства в России в 2025 году оказался на 12% выше уровня 2021 года. О чем это говорит? Во-первых, о том, что у нашей промышленности, науки, образования огромный потенциал. Это прочная основа для нашего суверенного развития, для качественного экономического роста, формирования экономики предложения и современных рабочих мест, для обеспечения обороноспособности страны, наращивания высокотехнологичного экспорта. И, во-вторых, оправдывает себя наша стратегическая линия для решений, которые мы приняли не так уж и давно, а именно не копировать чужое, а задавать тенденции на рынках, осваивать новые виды конкурентной продукции, включая выпуск качественных самолетов, железнодорожной, сельхозтехники, иной техники, создание и ускоренное внедрение промышленных роботов, цифровых платформ и автономных систем, технологий искусственного интеллекта. Проекты, стимулирующие спрос на такую продукцию, запущены и будут развиваться. Безусловно, мы будем и дальше их поддерживать.
Знаю, что многие полагают, что инструментов, которые предлагаются правительством, может быть и недостаточно, но они все-таки есть. И многие, в том числе и присутствующие в этом зале, этими инструментами пользуются, и весьма успешно. При этом, вновь подчеркну, укрепляя наш технологический суверенитет, мы не собираемся замыкаться в себе. Напротив, намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами, поддерживать инициативы иностранных партнеров, в которых используются российские машины, оборудование, технологические платформы. Такое сочетание интеллектуального и ресурсного потенциала разных стран на принципах взаимного уважения интересов откроет дополнительные возможности для отечественной научно-исследовательской школы, промышленных предприятий, да, и сферы услуг, о которой я тоже уже упомянул. При этом сама жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись, доказали правильность тезиса о том, что нам необходимо самостоятельно производить критически важную продукцию, иметь свои технологические ключи ко всем производствам, которые принципиально значимы для экономики, для повышения жизни людей и, разумеется, для обеспечения безопасности государства. В этой связи особые слова благодарности коллективам предприятий оборонно-промышленного комплекса, о котором здесь уже упоминалось. Вы уверенно выполняете государственный оборонный заказ, который заметно вырос с началом специальной военной операции. Смотрите вперед, запускаете в серию перспективные виды военной техники, разработанные на основе современного боевого опыта. Делаете все для надежного снабжения наших вооруженных сил. Напомню, что на прошлом Петербургском экономическом форуме были обозначены некоторые принципы, на которых мы будем укреплять наш суверенитет в сфере обороны и безопасности. В их числе максимально широкое внедрение лучших технологических и организационных инноваций, для чего нужно постоянно анализировать не только наш собственный, но, разумеется, и лучший зарубежный опыт. Еще один ключевой принцип – это повышение скорости принимаемых решений, действий, производства. Но это изначальная проблема. Думаю, что мы веками, без всякого преувеличения, веками с этим сталкиваемся, но нужно обращать на это особое внимание. Скорость и принятие решения, и внедрение чрезвычайно важны. Мы не имеем права отставать по этим параметрам ни от наших партнеров, ни от конкурентов. Сроки от идеи до получения конечного готового продукта должны кардинально сокращаться, как это уже происходит во многих гражданских секторах. При этом, повторю, нужно уходить от формального деления компании на оборонно-промышленный комплекс и гражданский сегмент, от условных ограничений, которые мешают оперативно осваивать новые эффективные решения на производстве. Уверен, реализовать эти принципы на практике помогут и наши ребята. Мы с полным основанием говорим, наши герои, прошедшие специальную военную операцию, люди с огромным опытом, которые умеют быстро находить ответы на поставленные задачи, хорошо ориентируются в тактике применения систем вооружения во фронтовых условиях, знают, что нужно их боевым товарищам на линии боевого соприкосновения. Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей в отечественный ОПК, другие индустриальные отрасли. Здесь нужны конкретные действия, расширение программ профессиональной подготовки, стажировок, трудоустройства. Да, ребята воюют, показывают себя, нужно их поддержать, надо искать талантливых. Там много талантливых людей, я встречаюсь с ними, поверьте мне. Талантливых, современных, хорошо мыслящих. Нужно их искать, находить и помогать. Хочу отдельно поблагодарить отечественные предприятия, Союз машиностроителей, сейчас Сергей Викторович тоже об этом сказал, за гуманитарную поддержку наших бойцов, а также за помощь гражданам в приграничных регионах, которые оказались в сложной ситуации. Такое действенное, активное участие в судьбе людей, регионов и страны в целом заслуживает огромного уважения, поощрения и внимания. И еще
В рамках Союза машиностроителей действует более 30 профильных структур с участием руководителей предприятий, представителей органов власти, научного, финансового сообщества и отраслевых специалистов. Их предложения, рекомендации востребованы в проработке стратегических вопросов развития нашей промышленности, включая совершенствование нормативной базы, технологическое перевооружение предприятий, их поддержку в условиях внешнего давления и санкций, а также, безусловно, кадровое обеспечение. Я знаю, что у Союза машиностроителей совместно с Миноборнауки выстроена сквозная система подготовки инженерных кадров. Она охватывает все этапы становления специалистов, включая профориентацию, выявление талантов, обучение, сопровождение и прием на работу. За последние 5 лет через эти программы прошли около 4 миллионов школьников, студентов, молодых инженеров. Эта работа обязательно должна развиваться, продолжаться, поскольку она ориентирована на будущее, на воспитание поколения с современным инновационным инженерным мышлением. А именно таким специалистам предстоит решать перспективные задачи технологического развития нашей страны. Делать машиностроительные предприятия и всю российскую промышленность крепче, устойчивее и эффективнее. Позвольте мне пожелать вам всего самого доброго. Я знаю, еще раз хочу это отметить, знаю, через какие сложности вам приходится проходить. И знаю, что вы с этим справляетесь. Справляетесь благодаря своему организационному таланту, настроенности, нацеленности на конечный результат, и у вас это получается. Спасибо и всего самого доброго. Успеха в вашей работе. Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу. Сергей Викторович вернется, а сейчас я попрошу вас присесть, и мы предоставим возможность выступить следующему докладчику. Это генеральный директор акционерного общества «Трансмаш Холдинг» Липа Кирилл Валерьевич. Конечно, неожиданно, прямо скажем. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемый Владимир Владимирович. Поздравляю всех с тем, что собрались сегодня, спустя 5 лет в этом зале. У нас принято говорить «выжили», значит, действовали правильно. Поэтому, раз здесь все собравшиеся выжили, значит, действовали правильно, с чем я вас всех и поздравляю. За прошедшие годы, конечно, наши машиностроительные корпорации столкнулись с понятными вызовами, сегодня об этом уже много говорилось. Я могу сказать только одно, что ошибались те, кто считали, что российскую экономику и промышленность можно руинировать, уничтожить, но точно так же ошибаются и те, кто считает, что мы уже столкнулись со всеми вызовами, мы их все знаем, поняли, осознали, возможно, даже преодолели, и впереди нас ждет только, так сказать, успешное развитие вперед. На самом деле все только начинается. На самом деле вся борьба только вступает в свою, так сказать, начальную стадию, потому что ради этой борьбы, ради этой конкурентной борьбы, геополитической конкуренции, собственно говоря, и возникли все те конфликты, которые мы сегодня наблюдаем не только между Россией и Украиной, но также и в других частях земного шара. Наша компания, как и многие другие, преодолела эти вызовы. Сегодня отрасль железнодорожного и рельсового транспорта является успешно развивающейся отраслью. Она стабильно обеспечивает работу всей транспортной системы, наземной транспортной системы Российской Федерации. Мы осознаем те задачи, которые перед нами стоят. Мы считаем, что наша основная задача – это не допустить того ужаса, разрухи, который мы наблюдали на наших заводах в 90-е годы прошлого века. Мы ни в коем случае не должны отстать, мы должны обеспечить конкурентоспособную продукцию, способную эффективно быть реализованной на международных рынках, о чем сегодня уже говорилось. Очень рассчитываем на содействие, конечно же, Союза машиностроителей.
Мы считаем, что основная функция в данном случае нашего объединения заключается не столько в лоббизме и приоритизации, сколько в синхронизации нашей работы. Сегодня уже выступал и Денис Валентинович Мантуров, и наш профильный министр Сергей Викторович говорили об этом. Поэтому наша задача синхронизировать усилия как самих коллективов, наших предприятий, наших заказчиков. Очень яркое выступление Алексея Евгеньевича Лихачева. Вообще я считаю, что надо приглашать заказчиков больше, чтобы они могли, так сказать, с высоких трибун высказаться о том, что они думают о том, чем мы занимаемся с вами. И вот эта синхронизация, она позволяет добиваться устойчивого развития, эффективного развития наших предприятий и реализации тех задач, которые мы перед собой ставим. Еще раз поздравляю всех высоких руководителей, которые были избраны на сегодняшнем съезде. Желаю всем встретиться еще через 5 лет и действовать правильно. Спасибо. Спасибо большое, Кирилл Валерьевич. Слово для выступления предоставляется члену Бюро Союза машиностроителей, генеральному директору Объединенной двигателестроительной корпорации Грачеву Александру Владимировичу. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники съезда, Объединенная двигательно-строительная корпорация столкнулась со всеми теми же проблемами, с которыми сегодня столкнулась промышленность вся наша, наверное, несколько в более увеличенном масштабе в связи с тем, что компетенцию по производству вообще авиационных газотурбинных двигателей имеет, в принципе, только 5 стран. Сейчас 6-я страна Китай, которая соответствующую эту компетенцию активно создает. В 2021 году нас, безусловно, отключили от всей международной кооперации на всех уровнях, причем сделали это ровно через день после того, как была начата специальная военная операция. Мы получили письмо счастья о том, что с нами больше никто не работает. И в течение 5 лет мы жили в состоянии абсолютно обособленном. Я докладываю, что, невзирая ни на что, мы увеличили объем выпуска в 3,5 раза. Мы по прошлому году в рамках производства двигателей для боевой авиации мы стали однозначно мировыми лидерами. Мы выпустили на своих предприятиях сегодня внутри страны двигателей больше, чем Соединенные Штаты Америки и Китай. И благодаря усилиям Александра Александровича Михеева, Дмитрия Евгеньевича Шугаева, мы по-прежнему обеспечиваем поставку наших двигателей. Они однозначно являются конкурентоспособными, эффективными, и мы не сомневаемся, что мы будем двигаться дальше. Более того, наши конструктора, они на сегодняшний день точно так же двигаются вперед. И у нас есть так называемый 177-й изделие. Это двигатель, который идет уже следующего поколения, и с которым мы однозначно, про который сегодня в том числе говорил выступающий здесь Вадим Александрович Бадеха, мы однозначно будем двигаться вперед. В рамках, наверное, главное наше достижение – это то, что мы не просто сохранили нашу импортонезависимость по гражданской авиации, мы, по сути, создали всю линейку двигателей, которые на сегодняшний день обеспечивают все гражданские платформы Российской Федерации. Я тоже докладываю на сегодняшний день, начиная двигатель ТВ-7-117, Т-101, это Ил-114, это вертолет Ми-38, это вертолет Минога, это полностью замена протоидмовского двигателя. Мы сегодня летаем на МС-21 с двигателем ПД-14. Мы закончили основной объем сертификационных испытаний по двигателю ПД-8 с импортозамещенным самолетом «Суперджет» и ведем активно работы по соответствующей привязке этого двигателя к самолету Б-200.
На сегодняшний день в рамках гражданской авиации мы полностью заменили французские и американские двигатели на вертолетах вместе с вертолетами России. Вот мы сегодня обеспечиваем с двигателем ВК-650 полет на 3 платформах. Это Ансат, Ми-34 и К-226. И однозначно в этом году мы с Николаем Александровичем получим АГИ по всем 3 платформам и со следующего года начнем обеспечивать поставку. На сегодняшний день вот это невозможно было бы, да, если бы не было огромной помощи со стороны, конечно, Министерства промышленности и торговли. Достаточно большую помощь там вообще отрасли было оказано с точки зрения программы КПГ. Это очень большие инвестиции. Ну и, конечно, как бы там все это бы невозможно было бы без людей, да. Это огромная программа, которые мы реализовывали на всех уровнях, от начального образования, от среднего образования, среднетехнического образования, это ПИШи. И вот отдельно я хотел, там Сергей Викторович вышел, поблагодарить за «Крылья Ростеха». Это уникальная программа, по которой мы собрали лучших студентов. Мы под них сформировали даже определенную учебную программу. Мы им написали алгоритмы, как их надо учить. И сегодня там 1500 студентов учатся. Первый выпуск уже приступил и работает на предприятиях корпорации. Мы однозначно готовы делиться всем своим опытом. Владимир Владимирович, хотел поблагодарить вас за большую помощь, которую, ну, во-первых, непосредственно Союзмаш, это огромная армия, это огромная кооперация, которая сегодня работает. И сегодня выступал, кстати, Борис Викторович Обносов. Так вот, мы по Д-14 делаем вместе с КТРВ. Я хочу сказать, и мы то, что вот Сергей Викторович сказал, мы эту работу начали, мы будем ее продолжать. Точно так же мы работаем соответствующе с Росатомом. И вот эта вся внутренняя кооперация, построенная уже под будущие гражданские программы, она однозначно будет реализовываться. Ну, еще раз хотел поблагодарить всех участников, там только вперед, без страха и сомнений. Спасибо. Большое спасибо, Александр Владимирович. Слово для выступления предоставляется члену Бюро Союза машиностроителей, генеральному директору корпорации радиоэлектронных технологий Александру Владимировичу Пану. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Союзмаша, уважаемые коллеги, концерн с 2009 года стал членом Союза машиностроителей, и результат этого партнерства, наверное, это комитет по приборостроению, который образовался в 2022 году. Вы знаете, с 2022 года было действительно тяжело. Мы эти проблемы обсуждали все на первой премии Леонова, особенно в части приборостроения. Наверное, все мы для себя пытались найти какие-то способы решения, пытались найти для себя точки отправные. Но многие из нас говорили себе: глаза боятся, руки делают. Да? И есть еще одна житейская мудрость: если не знаешь, что делать, делай свою работу хорошо. Вот, наверное, вот этими двумя житейскими мудростями мы все пытались руководствоваться в своих действиях. Нужно сказать, что сотрудничество с Союзмашем для КРЭТа и комитета это позволило не только нарастить свои объемы, да, или не только познакомиться с другими предприятиями, входящими в Союзмаш. Сам комитет начал разрастаться. Сейчас очень приятно видеть, что количество членов комитетов растет. Если на начальном уровне это были только исключительно приборостроители, в основном авиационные приборостроители, то сегодня членами комитета по приборостроению становятся и представители Трансмашхолдинга, Росатома, Роскосмоса.
Вы знаете, очень интересно слушать в смежных областях коллег и находить общие для себя решения, очень интересные решения, которые позволяют не только оцифровать, там, скажем так, наше производство, да, или получить дополнительные знания в искусственном интеллекте, они позволяют находить очень неожиданные решения в, казалось бы, наших традиционных областях, таких как авиастроение или приборостроение медицинское. Нужно сказать, что на комитетах мы, как правило, обсуждаем такие достаточно серьезные вопросы. Ну, последний из них – это вот развитие медицинского приборостроения, метрологическое обеспечение, о котором долгое время никто не думал. Метрологическое обеспечение не только приборостроения, но и в целом как бы всей промышленной отрасли. Ну, концерн, как таковой, я не буду докладывать, наверное, об успехах концерна. Нужно сказать, что объемы концерна выросли за последние 5 лет практически в 2,5 раза. И в этом в том числе мы благодарим «Союзмаш», потому что мы здесь нашли новых партнеров, те отрасли, в которых мы раньше не работали, те отрасли, в которых просто о КРЭТе не знали. Сегодня мы не только партнерами являемся, но и разрабатываем совместно многие новые, скажем так, вещи. Ну, концерн сам по себе участвует, конечно, во всех союзмашевских мероприятиях, в том числе и инженеры будущего. Да. Для нас инженеры будущего это не только возможность представить себя, да, но это и такая история кузницы кадров. Можно сказать на сегодня, что мы представили как минимум более 20 проектов, и эти 20 проектов, они нашли свою, скажем так, реализацию в дальнейших продуктах КРЭТа, гражданских продуктах КРЭТа. Сейчас эти проекты стали, скажем так, поставлены на производство, и сегодня они уже являются полноценными гражданскими продуктами производства КРЭТа. 40 инженеров, 40 ребят не только представителей КРЭТа, было трудоустроено по итогам инженеров будущего. Да, они прошли дополнительную стажировку, да, они прошли дополнительное обучение, но они все сегодня являются членами коллективов КРЭТа. Премия Ревунова. Там мы выставили более 185 работ, из них 15 победило. И, скажем так, 6 из победителей сегодня занимают руководящие посты на предприятиях КРЭТа. Поэтому я хотел бы от всей души пожелать «Союзмашу» еще как минимум 10 или 20 лет плодотворной работы. Это я говорю, следующих 10-20 лет плодотворной работы. Ну и поздравить и Сергея Викторовича, и вас, Владимира Владимировича, с переизбранием, коллеги. Ну и хотел бы, очень рад видеть, скажем так, многих из вас, потому что со многими из вас мы знакомы и лично, и очень приятно увидеть их вас вместе в таком прекрасном месте. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Александр Владимирович. Слово для выступления предоставляется генеральному директору Национальная лизинговая компания по развитию промышленности Дмитрию Борисовичу Ярошку. Добрый день, коллеги. Владимир Владимирович, добрый день. Очень рад, что мы вместе в таком прекрасном повод. И я хотел несколько слов сказать о том, как команда Наспромлизинга, она пришла в «Союзмаш», и как благодаря общению, в том числе со всеми вами, где мы сегодня находимся. То есть пришли мы обычной лизинговой компанией, с идеей, которую перед нами ставили заказчики, просто финансирование. И дальше стали возникать вопросы сопровождения, дальше стали возникать вопросы контрактов жизненного цикла. И в итоге пришли к полноценному проектному офису, который сегодня перед заказчиком берет на себя ответственность за полную реализацию проекта. И находясь в этих стенах, мы увидели такую возможность
что у нас на научное заведение, я хотел об этой инновации сегодня немножко сказать, выделяются достаточно большие деньги бюджетом, и Минобрнаук, собственно, это и есть тоже бюджет. Значит, и кафедры делают довольно большие работы, и эта часть идет в реализацию, а часть идет, к сожалению, на полку. И мы в рамках своих возможностей инициативно взяли для начала институт МВТУ имени Баумана и проработали объем тех проектов, которые могли бы быть внедрены в жизнь. Если помните советский лозунг «Наука в производство». И таким образом добавили еще одну компетенцию. Это с учетом технологического запроса от предприятий, прежде всего наших клиентов и предприятий нефтегазового комплекса, понимая их потребности, понимая их задачи с точки зрения производства и видя, какие есть сегодня возможности по уже даже где-то потраченным финансам у предприятий учебных и научных, технических, пришли к пониманию, что возможно идея создания таких совместных коопераций, где у каждого участника возникает своя роль, и вот эта команда общая работает на то, чтобы НИОКР и идея научная, она в итоге была реализована в конкретное практическое решение. Эти все вещи мы, безусловно, обсуждаем на экспертном совете, который нам позволяет на площадке единой собирать заказчиков, учебные заведения, коллег, которые занимаются стандартизацией, идти по задачам в сторону технологической независимости. И, безусловно, по кадровому потенциалу хотел сказать, что мы во всех мероприятиях Союзмаша участвуем, и даже, к сожалению, вы не смогли увидеть, потому что совпало мероприятие в прошлом Союзмаше, наша команда даже мюзикл поставила, я там некоторым коллегам флешки передал, где довольно так креативно, на наш взгляд, популяризировался в хорошем смысле инженерный труд и то, как важно в жизни заниматься конкретным трудом. И в результате этой деятельности у нас получается за счет проектных офисов уже есть некоторые даже успехи. Буквально недавно мы с МГТУ имени Баумана закончили работу по продлению, такая немножко от текущего момента отстраненная вещь, но тем не менее важная. Продление работы зимников. Вы знаете, что страна у нас во многом северная, и мы на 3-4 месяца продлеваем, закончили испытания, работу дорог, которые позволяют обеспечить завоз грузов в труднодоступные районы еще на 2-3 месяца относительно предыдущих моментов. А так, хочу сказать, что поддерживаю тезисы, безусловно, и насчет ключевой ставки, и насчет денег дешевых, и особенно при экспорте. Мы сталкиваемся с тем, что технологические вещи мы проигрываем конкурентно, даже в дружественных где-то странах, потому что нужна нормальная экспортная поддержка. Очень благодарю Союзмаш, вас лично, Сергея Викторовича, за то, что вы нам позволяете реализовывать себя и как профессионалов, и как лидеров, и растить команды. Спасибо вам большое. Всех, можно сказать, даже с праздником. Спасибо большое, Дмитрий Борисович. Дорогие друзья, мы предоставляем слово следующему выступающему, руководителю Башкортостанского регионального отделения, генеральному директору УДК УМПО Семиюличенко Евгению Александровичу. И продолжаем с нетерпением ждать возвращения Сергея Ильича, надеюсь, с любопытной информацией. Добрый день, Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Да, все прекрасно понимают, что мы продолжаем ждать
Вот. Александр Владимирович Грачев, генеральный директор УДК, мой непосредственный руководитель, выступал уже здесь, на этой трибуне, поэтому о всех наших планах, задачах и перспективах уже было озвучено. Вот. О проблемах говорят все, и президент в курсе всех проблем. Нисколько в этом не сомневались. Поэтому у меня единственная возможность, это, наверное, рассказать о нашем союзе машиностроителей, нашем башкортостанском отделении. Вот. Мы самые крупные. Более 21 тысячи членов физических лиц входят в наше башкортостанское отделение. 27 предприятий, ну, самые основные, наверное, предприятия машиностроения республики. Третий год подряд мы занимаем 3-е место в рейтинге. До этого были и первыми, и вторыми. Но вот Тула с Ростовом подвинула нас. Наверное, поэтому здесь выступали сегодня губернаторы. Вот. А те, кто занимает 3-е место, губернаторы не приезжают. Хочу рассказать об одном проекте, который на самом деле мы ведем уже 10 лет. И у себя в республике мы с этим проектом уже выступали с предложением рассмотреть его непосредственно на комитете Союза машиностроителей. Он называется «Ассоциированные школы Союза машиностроителей». Дело в чем? Мы достаточно давно поняли о том, что все, что делается, в том числе государством, делается нашими предприятиями по развитию кадрового потенциала, оно рассчитано в любом случае на первое, это на школы. Далее идет связка, либо это среднее профессиональное образование, либо это высшее профессиональное образование. Но все начинается со школы. И все наши программы, которые сегодня реализуются, что это инженерные школы, что это авиастроительные классы, что это крылья Ростеха, даже которые мы в Ростехе реализуем, это в любом случае неразрывно связано с нашими школьными учебными заведениями. Поэтому мы у себя еще в 2017 году совместно с предприятиями, некоммерческими организациями ОНО «Виктори» и «Гагарин Центр», это, кстати, предприятия, которые курируются со стороны наших Роскосмоса, которые находятся у нас в республике, непосредственно с участием и включением в состав комитета наши ведущие вузы технические, это Уфимский университет науки и технологий и Нефтяной технический университет, вот, собравшись, реализовали этот проект. Начинали мы буквально там с 7 школ. Сегодня в этот проект включено 47 школ по республике Башкортостан. Конечно, мы выбирали те, которые непосредственно участвуют имеют или развивают математику, физику, химию, либо имеют желание развивать. Соответственно, отстроены серьезные критерии отбора этих самых школ. И сегодня вот 47 учебных заведений входят в этот проект. Тем самым мы охватываем более 4000 школьников, которые уже начиная где-то даже с 4 класса, с перехода от младшей школы, мы их уже начинаем подкрашивать, начинаем уже подагитировать под наше машиностроение, под наши задачи, под наши цели. И дальше все это движется до 9 класса, где, опять же, у сегодняшних детей возникает возможность либо идти получать вышку, опять же, по тем программам, которые сегодня реализованы, включая крылья Ростеха, либо по целевому набору после 11 класса на наше предприятие, либо после 9 класса идти, опять же, в рамках проекта Ассоциированных школ Союза машиностроителей, идти в наши ведущие колледжи, которые находятся на территории республики. У нас договоры с 11 такими колледжами и техникумами подписано соглашение, откуда мы набираем как раз вот этих тогда еще детей, мальчишек и девчонок, которые, приходя в техникум и в колледж, заключают с нами целевые соглашения, в том числе по квотам, которые нам выдает республика. Они проходят обучение и получают рабочие профессии в нашем производственном учебном центре. Программы написаны таким образом, что 70% они находятся на территории нашего завода, в нашем ПУЦе. Опять же, вот Владимир Сергей Викторович отошел, хотел ему сказать большое спасибо. Только благодаря Ростеху мы построили этот учебный центр. И это был первый учебный центр в нашей стране. Понятно, сегодня есть в Казани.
вроде как в Ростове хотят развивать это направление. Но он у нас работает, и выпуск составляет 1000-1200 новых рабочих, которые обладают 5 специальностями сразу. За время обучения от 2 до 3 лет процесс обучения составляет. Понятно, что пока мы готовим в первую очередь под себя, под наше предприятие, под наш завод, но у нас также есть группа и для технодинамики, и для Крета мы учили, и в том числе даже для «Газпрома». Вот, поэтому, пользуясь случаем, я бы хотел обратиться к аппарату «Союзмаша», все-таки рассмотреть вот эту наш этот проект. Мы считаем, что в него можно погружать абсолютно все те задачи, которые сегодня перед нами стоят, могут быть реализованы в рамках этого проекта. Ну и в завершение деятельность Союза, мы считаем, что она востребована, результаты, они в любом случае налицо. О нас знают в стране, о нас знают даже и за ее пределами, в том числе благодаря вот этому слету, который проходит ежегодный. Вот. Поэтому эту работу, я считаю, надо продолжать. Мы, люди, те, которые работают на земле, непосредственно в наших предприятиях, которые исполняют в том числе поставленные задачи и по гособоронзаказу, мы прекрасно понимаем, что без подпитки кадров, без внимания со стороны государства, без внимания со стороны законодательных органов, конечно, мы бы не достигли тех результатов, которые есть сегодня. Поэтому только вперед, только так, и все у нас получится, победа будет за нами. Большое спасибо. Спасибо большое, Евгений Александрович. Вы знаете, перед тем, как предоставить слово следующему выступающему, позволю себе небольшое лирическое отступление, поскольку Евгений Александрович навеял воспоминания по инициативе, которая родилась в Уфе, именно на Уфимском моторостроительном объединении, школы «Союзмаша». И именно информация о успешности данного проекта, о его востребованности привела к тому, что по всей стране различные структуры, в том числе и муниципальные, региональные власти, стали создавать вначале инженерные классы, потом инженерные школы. И мы, конечно, очень рады, что отцами-основателями этого движения были наши коллеги из Башкирии. Нам нужны новые проекты, и я, пользуясь уникальной возможностью, обращаюсь не только к руководителям региональных отделений, не только к членам Бюро Союза машиностроителей с просьбой выходить с инициативами, поскольку мы, машиностроители, народ очень увлекающийся. И, как вы видите, Сергеевич приводил такие примеры президенту, я в своем упоминал докладе, что созданные 5 лет назад арбитражные учреждения, конкурируя с 6 другими, среди которых есть структура, которой 92 года, в другой структуре более 30 лет, за кратчайший период, благодаря качеству услуг, скорости, тарифам и прежде всего штабной культуре, высокой, характерной для нашего сообщества, смогли занять доминирующее положение, не просто доминирующее, а большую часть рынка. Сергеевич, мы рассмотрели очень много интересных предложений, и сейчас было очень интересное выступление руководителя Башкортостанского регионального отделения. Я понимаю, что у вас был очень интересный диалог, может быть, и есть что сказать, а может быть, и мы потом просто увидим результаты. Я думаю, в любом случае это хорошо, но я попросил бы вас дать слово еще одному выступающему, потому что благодаря тому, что Павел Александрович Яковлев возглавил Челябинское региональное отделение, которое тоже послужило базой для создания Олимпиады «Звезда». Потому что именно Южноуральский политехнический университет, который сейчас возглавляет Вагнер, ректор, который также уделяет огромное внимание нашей Олимпиаде, именно на их площадке много лет назад была сформирована «Звезда». И сейчас Челябинское отделение, в том числе и при поддержке нашего друга, губернатора Текслера Алексея, показывает очень хорошие результаты, и я хотел бы, перед тем, как мы услышим ваши слова напутствия, возможно, уже пора и подводить итоги, предоставить слово Павлу Александровичу Яковлеву. Пожалуйста.
Уважаемый Сергей Викторович, уважаемый Владимир Владимирович, спасибо за предоставленную возможность. На самом деле, вы фактически в преддверии моего выступления отметили, что Олимпиада «Звезда», которая начиналась на базе Южноуральского государственного университета, она пользуется все большей и большей популярностью, и Челябинское отделение лидирует уже на протяжении многих лет в количестве участников, в победителях данной Олимпиады. Я бы хотел, не хочу много останавливаться на вопросах, которые здесь были озвучены. Союз машиностроителей России достаточно много хороших программ предлагает, в том числе по подготовке кадрового потенциала, по донорским акциям, по акциям благотворительной помощи участникам СВО и семьям участников. Но я бы хотел затронуть один момент, то, что Союз машиностроителей, то, что мы как Челябинское отделение активно используем, это увеличение межрегиональных кооперационных связей. 4 года назад, когда Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, многие цепочки поставок, многие деловые связи были разрушены. И вот тогда на повестку дня встал вопрос, а чем заменить кооперацию. И на примере Челябинского отделения мы подписали соглашение с 5 региональными отделениями, в том числе Свердловское, в том числе Курганское, Ханты-Мансийское. И на основании вот этих соглашений наши предприятия, а у нас насчитывается 70 промышленных предприятий, участников Челябинского отделения регионального, посетили за последние 3 года, минуточку, 150 предприятий в других регионах России, в том числе в Ярославской области, как я сказал, Свердловской, соседней Курганской области. И достаточно много контрактов родилось из этих взаимоотношений. Я бы здесь вот этот потенциал Союза машиностроителей хотел бы особо отметить, что у нас на самом деле достаточно много неиспользованных возможностей по увеличению кооперации между регионами России. Отдельно хочу выразить руководству Союза Сергея Викторовича и вам, Владимир Владимирович, благодарность за ту работу, которую вы ведете. И мы, как Челябинское отделение, коллеги выступали из первой десятки, первые, второе, третье. Мы пока находимся во втором десятке, но тем не менее стремимся подняться в рейтинге выше. Спасибо за внимание. Так, уважаемые коллеги, дорогие друзья, на этом повестка дня нашего съезда завершается. Я считаю, что съезд прошел в конструктивной, деловой атмосфере, которая позволила всесторонне рассмотреть все вопросы, которые были в повестке дня. И полагаю, что в своей дальнейшей работе мы в полной мере учтем все конструктивные предложения, которые здесь прозвучали с этой трибуны. И надеюсь, что каждый из вас не только донесет до трудовых коллективов решения нашего форума, но и с присущей вам ответственностью приступит к исполнению тех решений, которые мы приняли. Я благодарю вас за плодотворную совместную работу и уверен, что в будущем она будет столь же успешна. До новых встреч, уважаемые коллеги. Всего самого доброго.